Я хочу, чтобы те люди, которые действительно хотят разобраться в этой ситуации, посмотрели, кому проект RTCP действительно перешел дорогу, кому мы сделали плохо, кого мы заблокировали, кого мы не поддержали. То есть, действительно, кто есть эти конкуренты, кого мы прижимали, кто, кроме вот одной фирмы, которую я не буду называть, название которой, думаю, вы во всех остальных постах можете прочесть, вот кто, кроме них, на кого мы оказывали негативный. События, о которых я хотел бы вам поведать, разворачивались не так давно, и громыхнули они достаточно сильно. Насчет них высказалось немалое количество людей, да и в целом образовался резонанс. Но тем не менее, многие даже не в курсе, что что-то происходило. Такие имеются даже среди моей аудитории, несмотря на то, что у меня в видео нередко всплывает тема SCP. Ну и поскольку не так давно это происшествие подошло вроде как к логическому концу, и на него можно посмотреть целиком от начала и до его завершения, предлагаю этим и заняться. Вообще мне нравится поднимать такие темы, о которых все забыли, и делать полный разбор событий. Например, в прошлом году я так поступил с так называемой игрой Синий Кит. Ну и, как вы понимаете, я не мог пройти стороной случай, когда человека, со слов которого он развивал вселенную SCP и даже влил в нее миллионы своих рублей, нагло оклеветали и предали анафеме сами поклонники этого фандома. Перед началом просмотра ролика попрошу распространить это видео любым способом, вплоть до перезаливов, поскольку его попытаются удалить. Также на всякий случай к этому видео будут прилагаться субтитры на английском языке, потому что этот инцидент коснулся не только русскоговорящих. Давайте же вспомним, что тогда произошло, и попытаемся разобраться. Это будет очень большой разговор. Для начала следует обмолвиться о предыстории. В далеком 2007 году, а конкретнее 22 июня, на форче появился пост с описанием чего-то называемого SCP-173. Мол, это статуя, которая может двигаться, когда на нее не смотрят, и данная штука достаточно враждебная. Также в этом мини-рассказе давались намеки на существование какой-то таинственной организации, у которой, по всей видимости, не очень хорошо обстоят дела с финансированием, учитывая, что опасную аномалию они вынуждены содержать, судя по фотке, в каком-то сарае. Анонимным пользователям форча понравился данный концепт, и они начали придумывать свои версии SCP-объектов. Эта вселенная начала обрастать лором. Класс D, классы аномалий, структура фонда, различные фантастические концепции, все это и многое другое придумали неравнодушные участники нового комьюнити. Причем структура самого проекта получилась следующая. Существует несколько филиалов сайта, разделенных по языкам. Например, русский в 2010 году уже существовал. Главный английский. На нем большинство объектов и рассказов. Остальные, по сути, являются в некоторой степени зеркалами, с некоторыми но. Само собой, со своей администрацией, а еще со своими объектами. Ну и с остальными мелочами. Прямо тогда появилась вселенная на стыке научной фантастики и хоррора, созданная не одним человеком, а целой группой незнакомых между собой людей. Другие же неравнодушные энтузиасты, углядев у данного явления потенциал, принялись вообще пилить игры. Летсплееры начали снимать их прохождение, другие пилили арты, третьи еще что-то делали, короче говоря, вселенная развивалась. Одним из этих энтузиастов оказался мой тезка Андрей Дуксин. Человек, который оставил нехилый след в истории проекта SCP. Но это будет в будущем. Предлагаю вернуться в самое начало. 25 июля 2015 года в его группе ArtSCP вышел первый пост с поиском художников для какого-то проекта. Причем изначально планировалось найти людей, умеющих хорошо рисовать карандашом или тушью. На поиски ушло меньше недели, и через месяц уже начали появляться первые арты по SCP. Также в данном мероприятии принял участие уже знакомый вам по видео о Метрономиконе художник Алексей Андреев. Чуть позже выяснилось, что занимается всем этим Андрей для создания артбука по вселенной SCP, но поскольку данный проект достаточно сложный, Дуксин решил поначалу переключиться на что-нибудь попроще и создать календарь с SCP. Ну и дальше в группе публиковались инсайды, касающиеся типографии. Вот, например, просьбы подписчикам думать, как и что получше нарисовать, в какой-то момент переросшие в требования лол, ну и так далее. 6 октября вовсе появился сайт Дуксина под названием ArtSCP. В какой-то момент Дуксин попробовал даже договориться с небезызвестным Артемием Лебедевым на размещение календаря на его сайте. Мы оцениваем дизайн. А дизайн здесь унылое говнище.
Унылое говно. Неизвестно на каких условиях, но Дуксину удалось осуществить задуманное, и календарь какое-то время продавался на сайте Лебедева. Но даже это не уберегло Андрея от своеобразного кризиса перепроизводства. Много календарей остались непроданными, и Дуксин прогорел на 100 тысяч рублей. Спустя месяц ситуация не улучшилась, и пришлось из-за этого даже снизить цену. Помогла ли эта мера или нет, неизвестно, ибо больше календарь в группе не обсуждался. Несмотря на это, ArtSCP не опускали руки, и более того, тогда же анонсировали скорый выпуск настолки по вселенной ACP, а конкретно анонс был на конец лета 2016 года. Более того, Дуксин решил пойти на большой фестиваль 16 апреля и притащить туда кучу всяких ништяков. Вот как, например, планировалось обустроить свой уголок. Выставка не отметилась почти ничем необычным. На ней продали блокноты с лого ACP и ручки с гравировкой. Из экспонатов была светящаяся хреновина и дымящийся подшипник. Почти ничем необычным. На ней Дуксин сделал странное фото. Очень, блять, странное. Просто посмотрите, давайте... Это что, блядь? Что происходит на экране? Не, ну для полного косплея мог бы и на лысо побриться, почему бы и нет-то. Но тем не менее, ArtSCP вошли во вкус и решили поучаствовать еще на выставке Старкона и на нескольких других. С вашего позволения, тему с выставками отложим до одного происшествия, поскольку о них мне особо нечего-то и сказать. Возвращаясь к создаваемой дуксинской настолке, через 4 месяца после ее анонса игра была признана самой атмосферной игрой конвента Граникон 2016. Что бы это ни значило. Ну, понятно одно. Дело на мертвой точке не стояло. Так вот, перенесемся в 2017 год, когда Андрей уже выпустил 2 артбука. Тут следует сделать одну оговорку. В 2017 году в России фонд ACP был еще достаточно андерграундной темой, и о ней знали далеко не все. Вот, например, статистика поисковых запросов в России по ACP. 2017 год находится здесь. Так вот, Андрея это не очень устраивало, потому что много усилий и денег уходит в молоко. И он решил исправить эту проблему достаточно оригинальным образом. 7 июля 2017 года он объявил конкурс, для участия в котором нужно было нанести символ ACP на зданиях, мимо которых есть большой трафик прохожих, сфоткать это и с хэштегом выложить к себе на страницу. Победитель получит один из артбуков на выбор. Справедливости ради он уточнил, что нельзя вандалить здания, находящиеся в эксплуатации, памятники и так далее. Но у меня возник вопрос. А как отличить, какое здание в эксплуатации, а какое нет? Мне, например, в 14 лет в полицейском участке объяснили, что здание может быть нахуй убито, стоять в заброшенном виде несколько лет с заколоченными окнами, разрисованное все нахуй граффити, но по бумагам оно все еще числится как рабочее, и более того, на нем даже стоит сигнализация. Например, вот тут ты благодаришь и репостишь человека, сделавшего граффити на каком-то здании. Андрей, а ты уверен, что это вот прям точно ничейная заброшка? Вот ты реально уверен, что это, например, не стройка, да? И, кстати, на заброшке можно легко переломать ноги, а то и вовсе свернуть шею. Ты об этом не подумал? Или ты забыл? Или ты не знал? Вот челик поднялся на водонапорную башню заброшенную, а если бы он с нее пёзнулся? Ну вот еще пример, где другой челик спустился в какой-то бомбарь. И проблема-то в другом. Делая репосты, Дуксин по сути показывал, что можно делать в его конкурсе. А если бы какой-нибудь школотрон решил бы тоже спуститься в какое-то бомбоубежище, и там что-нибудь произошло, а связь не во всех бункерах ловит, и что бы тогда было бы? Это вообще забавно смотрится, учитывая, что через год ArtSCP будут осуждать вандалов, но это так, мелочи. И возможно этой истории вовсе бы не было. Мы бы все знали Дуксина как странного персонажа, делающего иногда хорошие штуки, но кое-что пошло не так. Ключевое событие было упомянуто во время подведения итогов 2017 года. Дуксин сообщил, что с ним связались чуваки с Мосфильма насчет съемок фильма по вселенной ACP. И вот с этим возникли проблемы. Что именно пошло не так, может рассказать сам Андрей уже из середины 2018 года. Смотрите, в прошлом году я еще жил в Москве, там, мне звонят. Слушай, Еще раз позвонишь, я тебе ебальник набью. Привет, Андрей, мы из Москвы, мы спрашиваем себя. И я поехал в Москву, там работает продюсер, который нам заднишко, потом он начинается. И мы активно думали, как это снять кино. Они думали снять не фильм цельный, а 8-серийный сериал, с единым сюжетом. И все как-то потихонечку подзаглохло. Я им звонил буквально на прошлой неделе, спрашивал, что как, они в итоге не разродились. Почему? Есть одна препятствие важно. Вселенная открытая. Это значит, что кто может найти что угодно. То есть никто не даст то, что они снимают кино, то есть права общие. Но точно так же, если кто-то снимет продолжение фильма, то киношник не сможет свои интересы. То есть может быть фильм с репутейшн, с большим бюджетом, там, актеры нормально и так далее. А потом может вдруг высшей командой быть
Надеюсь, в самое ближайшее время про обосранного крота снимут замечательный детский мультик. Ну а потом и полнометражный фильм. Я подрезал в этом отрывке воду. Если вы считаете, что я что-то вырвал из контекста, можете по ссылке в описании ознакомиться с оригиналом и проверить. Понимаете, как я сказал в начале, ACP как явление появилось на имиджбордах и развивается многими авторами со всего света. У этой вселенной нет какого-то конкретного автора. По этой причине весь контент по ACP распространяется по вот этой лицензии, суть которой заключается в том, что если ты хочешь сделать что-то на основе вселенной ACP, нарисовать арт, сделать игру, снять короткометражку, продавать мерч, что угодно. Тебе для этого нужно всего лишь указать автора оригинала и делай что хочешь, хоть порно снимай. Хотя в случае с последним даже это простое правило игнорируется. И как правильно подметил мой тезка, кто угодно может делать с ACP что угодно. Ну а для съемок кино, со слов Дуксина, такой расклад не очень-то и подходит. И со слов Андрея, для того, чтобы исправить данное стечение обстоятельств, 5 июня 2017 года им было принято решение подать заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака на ACP, и 5 июля 2018 года ему одобрили такую заявку. То есть каким-то образом ему поверх уже существующей лицензии удалось оформить новую на себя. Стоит, наверное, подчеркнуть, что сделано это было прямо во время срача между русским и английским филиалами по поводу лицензии. Удобно. Непонятно одно, если киношникам вот прям очень нужен товарный знак, почему они сами-то не оформили его? То есть теперь кто угодно не может делать с ACP что угодно, потому что вот сейчас, да, может прилететь по башке. Формально этим лого владеет Дуксин, и если ты соберешься делать игру, сделать мерч или что-нибудь другое, что может принести тебе деньги, ты теперь должен упрашивать его, чтобы он дал тебе разрешение на это. Вопреки распространенному мнению, данная проблема коснулась не только России. Дело в том, что существует Евразийский экономический союз. В принципе, обычный экономический союз, как в случае с другими экономическими союзами, на всех участников в равной мере, кроме плюсов, также распространяются и минусы. Я это к тому, что данное недоразумение с товарным знаком коснулось Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, ну и само собой Российскую Федерацию. Но есть в этом эпизоде кое-что интересное. Встреча в буквоеде прошла через месяц после регистрации товарного знака, но о самом товарном знаке Дуксин не говорил вообще ничего на этой встрече. Дело в том, что Андрей держал это в секрете. Например, если верить администрации русского филиала ACP, между ними и Дуксиным вообще не было даже разговоров по поводу товарного знака. Летом 2017 года Андрей обратился к нам с новостью о том, что на него вышла некая крупная кинокомпания, предложившая выпустить сериал по мотиву фонда SCP. Андрей, в свою очередь, предложил АМС сайта принять участие в формировании единого канона фонда SCP, чтобы выдержать целостность повествования в киноленте и предложить киноделам сценарий на его основе. Отдельным порядком обсуждалась мотивация для тех участников сайта, которые должны были работать над формированием канона. При этом Андрей открыто заявил, что замыкает все контакты с киноделами на себя, чтобы мы, в случае чего, не обманули его. Однако, не отсекая такой возможности с своей стороны, половину гонорара он намеревался оставить себе, половину отдать тем, кто будет непосредственно работать над проектом. Распределить сумму нам предлагалось на свое усмотрение. А вот вопрос о том, как киношники отреагируют на то, что их гипотетический сериал, в который они будут вкладывать деньги, и до которого они, разумеется, захотят заработать, можно будет распространять бесплатно, мы ответа не получили. Мы посчитали, что на киностудии первым делом задаст Андрею этот вопрос, и в итоге откажется от затеи, поняв, что заработать на этом проекте не получится, в связи с легальной возможностью свободного распространения материала. Закрыли эту тему и не возвращались к ней до осени 2018 года. На монтаже понял, что не раскрыл данный фрагмент. Дуксин с начала своего проекта поддерживал хорошие отношения с администрацией ACP, и те, если у него возникали какие-то проблемы, помогали ему. Со слов Андрея, именно Зельтон помог встать арт ACP на ноги, и без него у Дуксина ничего бы не вышло. Немного отойдя от темы товарного знака, интересная картина у нас получается. Есть российские киношники, желающие снять что-то по ACP. Есть российская администрация по ACP. Есть российские авторы разных ACP. Но все они не могут объединиться, потому что появился какой-то чел, который решил стать посредником и получать выгоду себе. Логичный вопрос. А ты кто такой, Дуксин, чтобы это делать? Прозвучит в этом видео еще не раз. Но тем не менее, ладно, всем было бы похуй на этот товарный знак, про него бы даже никто
никто бы и не знал, если бы он применялся только ради съемок фильма. Но в реальности все пошло немного не так. Существует такой магазин сувениров под названием Geek Funko. Занимается продажей мерча по разным темам, в том числе и по SCP. И вот, спустя пару месяцев после получения товарного знака, Дуксин почему-то решил воспользоваться им не только для создания фильма, но и для того, чтобы стать своеобразной версией Роспотребнадзора. 13 сентября того же года он постучался в личку к одному из администраторов русского филиала по SCP, Дмитрию Зельтену, имеющего никнейм «Особист», насчет того, что он заблокировал паблик Geek Funko. Насколько я понимаю, более 20 человек отправило деньги в качестве оплаты предзаказа сувенирного бокса. И сейчас судьба этих заказов в подвешенном состоянии. Неизвестно, будут ли в итоге эти сувениры вообще созданы и получат ли заказчики хоть что-то за свои деньги. Как ты думаешь, может быть, стоит написать в фан-группе пост, в котором попросите заказчиков обозначить тебя, после чего я объединюсь с потерпевшими заказчиками и напишу совместное заявление в полицию, чтобы организатора мошеннического сообщества привлекли к ответственности по статье «Мошенничество». Я не знаю, почему у Зельтона не появилось несколько вопросов насчет данного сообщения. То есть, Дуксин знает, что есть какие-то кинутые 20 человек, знает даже, насколько их обманули, но не знает, кто это, и их надо искать. А откуда у него эта информация, что их именно кинули? Он что, экстрасенс? Или со стороны Geek Funko лишь готовилось нападение на фанатов SCP, и если бы за несколько часов до этого события Дуксин бы не нанес превентивный удар товарным знаком по их паблику, то они бы всех обманули? Или что? Он же время-то вперед смотрит, у него камень времени есть, который зародился, между прочим, в начале вселенной. То есть Дуксин, получается, блокнул паблик за мошенничество, хотя сам не был даже уверен в его наличии. Гениальнейший человек. Но как вы убедитесь в будущем, для Дуксина вообще характерно не перечитывать то, что он написал, и поэтому нередко его тезисы противоречат буквально предыдущему абзацу, а иногда даже предыдущему предложению. Но, тем не менее, что было в реальности? По слитой переписке становится понятно, что он связался с Geek Funko через почту и поставил их, по сути, перед фактом, что теперь они работают на него. А конкретнее, они обязаны приостановить производство мерча, заключить с Дуксиным договор, произвести расчеты товара и делить с ним выручку пополам. А иначе он их заблокирует. А Андрей обязуется просто иногда рекламировать этот магазин у себя. Бокс в вашей группе в ВК стоит 2000 рублей. Себестоимость товаров, грубо говоря, 1000 рублей выручки. И эту выручку предлагается делить пополам. 50 на 50. То есть роялти за возможность торговать мерчом 500 рублей за экземпляр. Если эти условия неприемлемы, то прошу простить, мы не сработаемся и торговать мерчом вам будет нельзя. При нарушении запрета последуют судебные разбирательства, конфискация товаров, а также штрафы. Чё-то слишком дорогая реклама получается. И такой вопрос. Ты кто такой, Дуксин, чтобы это делать? Чтобы что-то кому-то разрешать. По-моему, в 90-е были такие челики, которые заставляли тоже хозяев всяких ларьков платить долю. Никого не напоминает. Причем в переписке с Зельтоном утверждалось, что Geek Funko мошенники, но тут выясняется, что за половину их выручки ты готов с ними работать. И ты, видимо, готов закрыть глаза на их выкрутасы. Ай. Андрюх, тут с какой стороны не посмотри. Есть два стула. На одном рейдерство, на другом ты берешь взятки. На какой стул сядешь? Вообще забавно, что он через некоторое время будет осуждать взяточничество. Но на этом история не закончилась. Потом Дуксин обратился в личку админа паблика с угрозами суда. Группа удалена, ждите повестки в суд. По всем вопросам и претензиям пишите на почту. Этим я уже не занимаюсь. Это уже не мои проблемы. Писать я больше никому не собираюсь. Группа создана с вашего аккаунта, значит отвечать именно вам. Вы взяли плату за 20 заказов. Это минимум 30 рублей. Лишение свободы на срок до 2 лет. Но это просто глупо с вашей стороны. Я просто менеджер и ничего не решаю. Меня это не волнует. Просто это до нельзя каноничная ситуация. Схему противоправную придумал не пойми кто, а сядет вместо него менеджер. Это притча о Боге на войне. Это сказка. Где я — это Господь Бог, а вы все к говну. Андрей, какая, блядь, схема? Они продавали совершенно законно товары, потом ты зарегистрировал товарный знак поверх существующей лицензии и приперся к ним. В чем схема-то заключается? Они что ли тебе товарный знак зарегистрировали или что? Что тебе этот челик сделал? За что ты его собирался посадить-то? За посещение Майнкона, за помощь в переводе, за создание карт.
Еще примечателен инцидент с читалкой. Дело в том, что пользоваться сайтом ACP с телефона до недавнего времени не очень-то было и удобно. И в 2016 году появилось мобильное приложение для этой цели. Его даже рекламировал проект ArtACP. Но в 2019 году оно исчезло прямо перед появлением аналогичной штуки у Дуксина. Разработчик выкатил тогда статью со своей точкой зрения. В статье описывалось, что у них с Дуксином было что-то типа партнерства по взаимной рекламе, назовем это так. Но в итоге оно перестало устраивать стороны, и по итогу Юрий, создатель приложения, решил убрать рекламу Дуксина. Андрей же в ответ на это пригрозил удалить читалку из Play Market посредством товарного знака. Ну и через 3 месяца приложение исчезло из Play Market. А еще примерно через полмесяца после этого происшествия Дуксин выкатил свою версию читалки. Кто же грохнул приложение Юрия? Кто бы это мог быть? Ну, на самом деле вопрос даже не риторический. ArtACP впоследствии тепло высказывались о приложении, да и Юрий считает, что это баг Гугла снес ему приложение. Все же читалка была еще 3 месяца доступна после разрыва дипломатических отношений с Андреем, назовем это так. Конечно, то, что читалка Дуксина вышла через такой малый промежуток времени после удаления предыдущей читалки, совпадение интересное, но поскольку стороны пришли к консенсусу и даже Юрий не считает ArtACP виновными в произошедшем, не вижу смысла как-то додумывать разные версии. Пока не будет доказано обратного, будем считать, что ArtACP действительно тут ни при чем. Единственное еще, что стоит подметить, так это то, что у Юрия и Андрея разные точки зрения на то, какого типа сотрудничества было между ними. Тем не менее, без этого эпизода с читалкой история была бы неполной, поэтому я решил упомянуть его. Между тем, время шло, и общественность все еще не была в курсе регистрации товарного знака. Но стоит отдать должное, Андрею успешно удавалось держать в тайне регистрацию товарного знака и свои деяния довольно долго, до 28 апреля 2019 года. В этот день вышло видео на, думаю, всем известном вам канале протокола ACP, в котором была впервые в общественном поле поднята проблема с товарным знаком. Буквально пара слов, описывающих ситуацию, мол, товарный знак зарегистрирован и ёбнули гикфанка. Но этого хватило. Этот ролик стал своеобразной зажженной спичкой посреди озера бензина. Тут же комментарии в паблике ArtACP выросли в 4 раза, большинство из которых состояли из вопросов, что происходит. Некоторые блогеры тоже решили осветить данную тему. Более того, касательно этой ситуации высказалась администрация русского филиала ACP. Почему только после начала резонанса им не было известно о товарном знаке? Было известно сразу после блокировки гикфанка. Дуксин сам признался в этом еще в той переписке с Зельтоном. Я потратил еще 100 тысяч рублей и зарегистрировал товарный знак, который действует в РФ и Таможенном союзе. В остальном, нормальном мире, этот документ не действует. Для комьюнити это не значит ровным счетом ничего, потому что я всегда поддерживал решения комьюнити. Для меня важны слова и решения, исходящие от тебя и других админов, а для левых чуваков это реальная проблема. Все это время администрация ACP с их же слов думала, что делать. Разбиралась в вопросах юриспруденции, искала адвокатов и так далее. Но, как мне кажется, скорее всего, из-за резонанса пришлось опубликовать свой, скажем так, манифест по этому поводу раньше времени, но это уже мое мнение. Так вот, возвращаясь к ArtACP. Первое время они пытались как-то купировать нарастающий пиздец, даже местами откровенно врали, как, например, вот тут. Никто и не говорит, что вселенная принадлежит Андрею. И да, ArtACP тоже зарегистрирован. Товарный знак ArtACP не был тогда зарегистрирован. Заявку на регистрацию товарной марки своего, проекта подали лишь в 2020 году, а зарегистрировали в 2021. Через 3 года после регистрации на ACP. Оцените приоритеты. Также еще тогда Дуксину удалось удалить ролик с канала Шизик на эту тему. Название канала странное, но не мне говорить про странные названия каналов. И это к тому, что и это видео попытаются удалить. Так что распространяйте его любыми способами, вплоть до перезаливов. В самом начале я не шутил. В моей телеге есть само видео и все материалы к нему. Качайте оттуда. Короче, иными словами, поведение команды Дуксина в то время можно описать так. Как говорила моя жена, думала, он рассосется. А не рассосался. Это про сегодня разговор. Не рассосется. Понимаешь? И в итоге 30 апреля Дуксин решил расставить все точки над «и», выпустив гениальнейшую статью под названием «Симбиоз, паразитизм, лицензирование». Или, как называю ее я, «Симбиоз и хуета». Я считаю, что этот шедевр должен находиться... Да я даже не знаю где, давайте ее разберем. С вашего позволения пропустим пожалейку, разве что обращу ваше внимание на то, как круто они замазали мат. Видать, древнейшая профессия перестала быть ругательством в русском языке.
но это мелочи. Вначале говорится о том, что товарный знак был зарегистрирован для создания фильмов, игр и вообще никому не мешает. Почему-то первое, что вы сделали после регистрации, это не начали созидать, а ёбнули магазин сувениров. А вот дальше начинается конкретная шиза. Во-первых, автор разделяет понятие симбиоз и паразитизм. Но тут о Дуксине говорится в третьем лице, значит, наверное, писал не он, но определенно это писал какой-то необразованный еблан. Потому что симбиоз – это сожительство разных организмов, и паразитизм – это один из типов симбиоза. Ну, начнем с самого вкусного, с паразитизма. Понимаете, это настолько охуенно, что я это даже своим голосом зачитаю. Эта 43-летняя женщина еще год назад ничего не знала о фонде, но наслушавшись от своей дочери историй об SCP-объектах и увидев растущую популярность SCP Foundation, решила на этом подзаработать. Андрюх, слушай, а какой должен быть порог? Типа, если ты узнал об SCP год назад, то нельзя, а вот если 2 года назад, то можно продавать мерч, да? Я вот знаю об SCP больше 10 лет уже. И мне вот можно мерч продавать или пока еще рано? К тому же, блядь, чел, твои киношники об SCP вообще ничего не знали, но ты с ними фильм решил снимать, сука, пиздец, я ору, блядь. Ее идея была проста. Что если начать лепить на все подряд логотипы SCP, класть полученные вещи в коробку и продавать? Отличная мысль, чтобы еще такого положить в набор, точно положу туда хозяйственные перчатки и так далее. Во вселенную фонда не было привнесено ничего нового. Ой, зато все, что могло быть украшено логотипом, было украшено логотипом и втридорога выложено для продажи. Подобный хлам тетя Леня, блядь. В подобный хлам тетя Лена продает за вот такие деньги. Очевидно, что описанные выше действия идеально подходят под определение паразитизма, а тетя Лена образцовый экземпляр паразита, блядь. Андрей, слушай. У меня парочка вопросов. Ты же вроде как тоже хотел заниматься паразитизмом, вы только о цене договориться не смогли. Почему ты об этом не упомянул, а? Почему ты не упомянул о том, что ты ни за что собирался накатать заяву на того СММщика? Он что тебе сделал? Это раз. Во-вторых, оказывается, с какого-то хера сувениры являются паразитизмом. Ну пиздец, после озвучки пойду все магнитики с холодильника сниму. В-третьих, Гикфанка прикрепляла к товарам фотку, так что покупатель знал, что он покупает. Если ему нужны оверпрайснутые перчатки с логотипом фонда, то тебе-то какое дело? Ты об этом не думал? Мне-то какая нахуй разница? Я ебанутый! В-четвертых, забавно слышать обвинения в паразитизме, мол, ты просто лепишь логотип на какую-то штуку и продаешь ее от человека, который раньше продавал, блять, ручки с логотипом SCP, а сейчас с этой же маркировкой продает резинку от трусов. А еще ты продаешь просто значок SCP, просто лого. Ты также продаешь игрушку в виде каплеглазиков, ни капли недоработанную, то есть паразитируешь на авторе этой штуки. Таких примеров у Дуксина реально до хрена. Да чё же там, по такой логике и артбук Дуксина тоже является паразитизмом на авторах SCP, понимаете, насколько это определение размыто? Зарегистрированный Андреем и проектом Art SCP товарный знак напрямую мешал тете Лене сосать деньги из доверчивых фанатов вселенной фонда, господи. После чего тетя блядь, почему тетя Леня я все время хочу назвать, блядь. После чего тетя Лена сначала со злости начала пытаться форсить фотошопные картинки с лицом Андрея. Ну да, соглашусь, картинка говно. Можно было бы и посмешнее что-нибудь придумать. В надежде, что комьюнити взбунтуется, и благодаря этому у нее получится лишить Андрея товарного знака, чтобы она снова могла наживаться на фанатах. Блять, чувак, ты наживаешься тоже. Не вышло. Тогда она вместе с дочкой за деньги организовали процесс кибербуллинга Андрея. Это удалось пресечь при помощи обращения в техподдержку ВК. И в качестве крайней попытки тетя Лена заказала создание видеороликов на Ютубе, в рамках которых Андрей и проект Art SCP обильно поливается грязью. Эти ролики стали последней каплей, которая вынудила нас написать этот информационный пост. Ну и тут вот в конце. Мы не будем давать ссылки на видеоролики, которые послужили причиной написания данного поста, чтобы не рекламировать продажные каналы с низкопробным контентом. Не знаю, чей это заказ, но это очень серьезно. Ой, пиздец, все. Ну что, автор канала Протоколы SCP, раскрыли твой продажный план низкопробного контента? Ой, наверное, сейчас выяснится, что я кому-то продался и начал делать низкопробный контент. Слушайте, те, кому я продался и ради кого я пилю низкокачественный контент. Под роликом есть ссылка на донат, можете задонатить, если хотите отблагодарить низкокачественный... Извините, я просто... Ой. И главное, за всю статью ни одного пруфа. Давай нахуй буду выдумывать, блядь, ты приемный, сука!
Родители тебя не любят, тварь! Давай будем просто выдумать. А знаете, с чего вообще тот, кто писал этот текст, решил, что ролики против него проплатили? А дело в том, что канал Протоколы ACP и другие каналы сделали незадолго до блокировки магазина рекламу Гикфанка, и у некоторых планировалась вторая реклама, но внезапно группу магазина заблочили. Они начали разбираться, в чем дело, и нашли пиздец, о котором сейчас смотрите вы видео. Ну что же ждет нас в этой статье в главе «Симбиоз»? А там происходит минет Дуксину. Человек, который никогда, женщина, которая никогда не ссала меня ночью, у нее другое отношение к миру, к будущему, к другим людям. Это так, понимаешь? Андрей вложил в развитие вселенной фонда несколько миллионов рублей. Да вы чё? А пруфы будут? И тогда уж предоставьте, сколько вы на этом заработали, а то неудобно получится, если вы кичитесь тем, что Дуксин заработал больше, чем потратил. Благодаря ему существует эта группа. Прикольно. Благодаря мне существует мой канал. Благодаря ему существует бесплатное кроссплатформенное приложение читалка ACP объектов. Оно и раньше было, только другое. Благодаря Андрею созданы книги по вселенной фонда. Ну ладно, возможно, не поспорю. Благодаря Андрею в ближайшее время будет выпущена настольная игра на основе ACP Foundation. Да, об этом поговорим позже. Благодаря Андрею совместно со студией 101 в ближайшее время будет выпущена ролевая игра на основе ACP Foundation. Ну, флаг вам в руки. Благодаря Андрею в ближайшее время будет снят высокобюджетный фильм по фонду. А что для этого Дуксин сделал? Насколько я помню, с его описания выходило так, что он собирается быть пятым колесом между киношниками и администрацией сайта. Благодаря Андрею и за деньги Андрея ACP Foundation участвует в крупнейших научно-фантастических выставках, а стенды фонда радуют тысячи фанатов. Прям тысячи. Вот автор статьи, ты уверен, вот тысячи, да? Вот прям к вашему стенду подходит за время выставки и интересуется 2000 человек, 3000 человек. Ну ладно. Андрей поднял популярность вселенной фонда в десятки раз. Тут по предложению придется. В десятки. Ясно. Дебил, писавший эту статью, не может не только в биологию, но и в математику. Вот график запросов Гугла по слову ACP в России. Вот как должен был выглядеть график, если бы он соответствовал написанному. Благодаря Андрею созданы сотни высококачественных артов по ACP объектам, которые высоко оценены пользователями со всего мира. Тысячи людей по всему миру узнали о вселенной фонда благодаря лишь этим иллюстрациям. Я вижу, как человечество умирает от невозможности увидеть мои картины. А это чудо, которое существует. Дегенерат, который написал это. А откуда у тебя информация, что тысячи людей по всему миру узнали о ACP только от ваших постов? Мне даже интересно стало. Ну а о качестве поговорим отдельно. Короче, если подытожить, статья задает вопрос. Кого, блядь, ты выберешь? Нас или нас? Нас или нас? Но поскольку статья слишком шикарна, пришлось закрыть под ней комментарии. Вы могли бы жить так, но выбираете жить в страхе. Возможно, кто-то из вас удивлен самомнению команды Art ACP, потому что из этого текста следует, что на них реально держится все комьюнити ACP. Признаться честно, я тоже удивлен, но такое ЧСВ свойственно Дуксину. Например, еще в той самой переписке с Эльтоном он сказал следующее. Учитывая, что я сейчас трачу достаточно много денег на продвижение вселенной и создание медиаконтента, это и арты, и книги, и настолки, то я должен был обезопасить себя от того, чтобы кто-то ушлый не воспользовался ситуацией и не заработал денег на том пиаре, который я делаю. Потому что в этом случае я теряю ресурс для возврата собственных инвестиций. Ну тут, во-первых, он говорит о том, что товарный знак был зарегистрирован для той цели, чтобы давить конкурентов. Вот еще одно интересное утверждение из переписки с админом фанатского паблика, к слову. Но сейчас не о том. Обратите внимание на то, что он в популяризацию вселенной вкладывает средства. В переписке с Гикфанка фигурировал тот же нарратив. Я не просто так потратил 5 лет жизни и более 1 миллиона рублей на то, чтобы реанимировать угасающую вселенную. Я уничтожу любого, кто встанет на моем пути, в том числе и тебя. То вы даже не представляете
себе моей мощи, уж вы собрались драться. Для понимания, о чем речь, стоит вернуться в 2018 год. Тогда у Дуксина вышел пост с анализом запросов в гугле слова ACP. Он пишет, что скачок популярности напрямую связан с проектом ArtSCP. Ну, это тот скачок популярности в 30 триллионов фунтов стерлингов, упомянутый ранее. Утверждение, мягко говоря, странное. Давайте для актуальности посмотрим на нынешнюю статистику. Вот тут вышла игра про лестницу, вот тут вышла ACP Containment Breach, вот тут Lobotomy Corporation, тут вот начался скандал с тобой, или ты в этом смысле популяризировал фонд? В Рунете ты также не отметился ничем таким. Тут вселенную популяризировали Куплинов и Звездный Капитан. Ты-то тут при чем? Вообще у Дуксина довольно высокая ЧСВ. В 2019 году они начали делать стикеры по вселенной ACP, и казалось бы, должно получиться что-то интересное. Но время шло, и стикеры появились. Из 49 стикеров 41 с изображением команды ArtSCP. И еще есть такой стикер. Причем на некоторых даже нет ACP. Великолепный стикер-пак. Видимо, я пропустил тот момент, когда команда Дуксина стала маскотами вселенной ACP. Ну да, вы же являетесь движущим локомотивом вселенной ACP. Ваши арты популяризировали фонд. Как твои рисунки вообще могут популяризировать фандом? Про развитие я вообще молчу, развитием занимаются авторы. Если человек увидит в интернете какой-то арт, он сразу поймет, к какой вселенной он относится или как. Но раз затронул эту тему, давайте поговорим о качестве артов. Некоторые арты в ArtSCP нарисованы не с нуля. Например, вот эта иллюстрация ACP-2003, ее автор сам признался, что слепил композицию из фоток, а потом просто поверх нарисовал. Но потом все равно арт переделал. Насколько я понял, данный подход в среде художников не является чем-то из ряда вон, но иногда данный подход заходит слишком далеко. 22 февраля 2019 года они опубликовали арт одного из докторов мира ACP. Посмотрите, как хорошо проработано лицо, ну прям загляденье. Есть и только один нюанс. Это просто обработали обычное фото. Тогда подписчики заметили это и начали задавать вопросы, но ArtSCP ответили, что стоковые фото и предназначены для копирования. Я вернул, вы посмотрите! Сделано за один день! Можно было поработать второй день! Но, видимо, поняв, что замять ситуацию не получится, через пару дней вышел пост, в котором объяснили, что, в принципе, такой подход для них является нормальным, если не нарушает авторских прав, но сожалеют, что художник не внес корректировки в лицо. Художникам было допущено использование лица со стоковой фотографии в качестве лица для портрета доктора Райтс без внесения существенных изменений в черты лица. Мы вовремя не отследили эту ситуацию, и она была обнаружена подписчиками. Ни проект ArtSCP, ни нарисовавший иллюстрацию художник не хотят эскалации конфликта. Поэтому иллюстрация доктора Райтс будет заменена. Также потребуется дополнительная корректировка некоторых иллюстраций. То есть это у вас не единственная такая работа? Интересно. А сколько таковых было? И зачем вы переделали арт? Ведь изначально писали, что все нормально. А если бы вас не спалили, то этот рисунок пошел бы в печать? А есть ли у вас там такие же другие арты, но которых не спалили? Любопытно. Ну и как вишенка на торте, оказывается, Дуксин считает не всех своих художников хорошими, а кого-то из них выделяет. Так, вот вы не видели. Вот крутая, конечно. Ты, конечно, молодец, художник. В разговоре с одним из админов фанатской группы по ACP Дуксин выдал еще одну интересную особенность своих артбуков. Интересно, при создании артбуков вы с каждым автором объекта договаривались? С каждым админом сайта? Я лично договаривался с каждым автором, а с админами я даже бухать ездил. Это притча о боге на войне. Это сказка. Где я говно. Ну, думаю, админы получили урок и ныне более разборчивы в людях. А вот утверждение, что ты со всеми авторами договорился, любопытное. В декабре на одной пьянке я познакомился с одним челом, у которого, как оказалось, девушка владеет 2 артбуками по ACP. Короче говоря, за пачку Винстона я смог арендовать эти книги на некоторое время. Так что я в этот ролик деньги свои кровные вложил. И у меня в связи с этим назрел вопрос. Андрей, ты точно со всеми авторами договорился? Вот прям со всеми. Лично. А это что такое, блять? А понимаете, в чем дело? Как я говорил, в начале ACP появилась на форче, и некоторые авторы до сих пор анонимны. Ну или, по крайней мере, были таковыми на момент печати этих книг. Прикол тут в том, что Андрей требовал, чтобы все спрашивали у него разрешение на производство мерча по ACP, но сам для своего артбука не спрашивал разрешения авторов как минимум этих объектов. А может, таких случаев больше?
Андрюх, а конкретно ты каких авторов спрашивал? Потому что у меня есть подозрение, что ты вообще никого не спрашивал. Вернемся к нашему таймлайну. А то мы из него как-то выскочили. Мы остановились на статье «Паразитизм и хуета». И на том, что купировать конфликт не удалось. И через неделю после статьи мой тезка выпустил видеообращение. В нем были следующие тезисы. Порядка 2 лет назад я действительно подал заявку на регистрацию товарного знака SCP Foundation. Для чего это было сделано, что почему, как я скажу чуть позже в этом видео. В итоге полгода назад товарный знак был зарегистрирован, и это приказ ожидалось привело к положительным сдвигам в том, что я смог начать серьезные проекты, такие как создание фильма по вселенной SCP Foundation. Однако, некоторое время назад информация о создании товарного знака стала доступна широкой общественности, что вызвало широкий резонанс в комьюнити SCP Foundation. Множество людей негативно отнеслось к этой ситуации, резко негативно. Честно говоря, чему я не был готов, потому что множество лет поддерживал хорошую репутацию как себя, так и своего проекта. Андрюх, а почему ты не упомянул, как ты угрожал тюрьмой тому пареньку, который админил группу Гикфанка? Что он тебе сделал плохого-то, блядь? Диаметральная смена настроения людей по отношению к моему проекту весьма неприятна для меня. Я хотел бы избежать этого, если не получится, хотя бы сминимизировать возможные последствия. Для этого я готов пойти на то, что говорит сообщество, и действительно аннулировать товарный знак, который был зарегистрирован. Спойлер, нихуя он не отменил. Это было понятно уже тогда. Но вот что это за Филькина грамота? Где тут печать? Где роспись? Где хоть что-нибудь? Что это за наебка для тупых? Я таких штук хоть сейчас могу на принтере распечатать сколько захочешь. Хочу добавить, что я это проверил множество усилий, я прочитал все комментарии, которые указаны под всеми записями, видео, и постами, ютубер, видеороликами, по всем, что про меня сейчас пишут и говорят. Это было, конечно, тяжеловато, не очень лестно. Не все из этого правда, но это ваше мнение, я готов с ним считаться. Я не могу сказать, ребята, мне напрягаю, что все говорите, вас слишком много, и мне действительно не напрягаю, что говорит комьюнити. Бля, а знаешь, что и кому тоже не очень лестно читать? Твои угрозы тюрьмой тому челику или угрозы владельца Гикфанка, что ты ее уничтожишь, блядь. Так что иди нахуй со своей блядской пожалейкой. Мне приписывают, что я зарегистрировал товарный знак, чтобы всех закрывать, мучить, вымогать, убивать, есть детей. Почему вы бабу на лодке не съели? Потому что мы хорошие люди, и потому что неправильно даже плохих людей съедать. Как Танос, надеть перчатку и уничтожить все живое вокруг себя. Все по ECP забанил. Все. Какой ценой? Ценой шизы. Я такого не хочу. Я товарный знак зарегистрирован был уже более полугода назад. Если бы я хотел закрыть, попытаться закрыть сайт русской ветви SCP Foundation или что-то сделать с оригинальным сайтом, чего вообще в принципе нельзя сделать, то я бы уже какие-то действия активно предпринял, но я ничего подобного не делал даже близко. Ты этого не делал, потому что тогда бы все узнали про товарный знак. Впрочем, еще не вечер. Я понимал, что если информация про это станет резко доступна широкой общественности, может возникнуть общественный резонанс, почему кто-то там, какой-то Андрей, взял и что-то сделал. Что-то не получилось, я не ожидал, насколько огромной может быть негативная реакция. Я смотрю комментарии, и они меня закапывают с головой. Я просто физически не успеваю отвечать на все то, что мне пишут. Да, тот челик тоже не ожидал, что ты ему будешь угрожать посадкой в тюрьму. Чувак, всем было бы похуй на товарный знак, если бы ты не начал банить группы и угрожать людям. Естественно, это не норм, ситуация ненормальная. С этим нужно что-то делать, и я согласен, что все это в итоге должно привести к планомерному аннулированию товарного знака. Если вам настолько это не нравится, ну зачем мне всех мучить себя и вас и держать его у себя? Ну, даже не знаю. Возможно, за тем, что ты с этого, может, какие-нибудь там, я не знаю, там деньги, например, получаешь, там, ну, я не знаю, процентики. Нет? И вот это мое любимое. Чуваки, если вы сегодня долбили, блядь, кислоту, лучше нахуй выключайте видосы. Если вы эпилептик, блядь, немедленно спасайтесь, потому что это, чуваки, пиздец. Давайте разберемся, кто вообще мог быть конкретно РТСП. Это могли быть художники или какие-то иные творцы, которые делали какой-то новый творческий продукт по вселенной фонда. Это могут быть рассказы, это могут быть иллюстрации, это могут быть кто-то, что делал, приносит фонд что-то свое. Вот это были бы мои конкуренты. Сука, ты че, дебил, блядь? Коль хуя ты несешь, мудоцел, ёбаный, блядь? Блять, я даже... Блять, похоже, у меня нервный срыв. После записи этого видео я в запой, блять, уйду. А вы говорите, что миметического оружия не существует. Как же его не существует, если вот оно перед вами сидит и улыбается? Потенциальные сотрудники компании ArtSCP являются конкурентами компании ArtSCP. Блять! Это все, это, блядь, это мы приехали, это финиш, это дурка, это, блядь, сиди, я сам открою. Пиздец, ёбаный, блядь. Ёб твою мать, блядь, ну... Ох. Я тут недавно бутерброд сделал и, оказывается, случайно стал конкурентом Макдональдса. Охуеть. Пиздец, на фоне этого человека табуретка выглядит вундеркиндом. Чувак, а про кого ты в переписке с админом тут говоришь, а?
Все люди, которые делают подобный контент, которые обращались ко мне или к проекту SCP, всегда получили помощь и поддержку. Мы всегда публиковали их работы бесплатно. Мы всегда освещали эти ситуации. Мы выкладывали их работы на альбом, наши писали на стене. И какие-то люди, старшие художники, мы платили деньги за то, что они рисуют иллюстрации и так далее. Был один единственный случай, когда я заблокировал одно сообщество во ВКонтакте. Этот случай сейчас широко распиарен как негативный пиар моего проекта. Вот все его пиарят. Все точнее говорят, что таких случаев много, но на самом деле это фейк-ньюс. Такой случай был один. Там было два диалога с людьми из этого сообщества. Один через электронную почту, один через социальную сеть ВКонтакте. Это были разные менеджеры одного и того же дела. Что за продукцию они делали? Они делали типовую продукцию, не достаточно ничего нового. Это майки, футболки, кружки, просто логотип брали, лепили продукцию и продажу. Мне эта ситуация не нравилась, и я сгоряча резко с ними поговорил, о чем сейчас жалею. Так людьми разговаривать нельзя. Вообще мне нет права судить, кто что может делать, потому что фон всеобщий. Идиот тупой, нахуй! Закрой интернет, блядь! Не лази туда больше! Ты мудак! Интернет для нормальных людей, а ты мудак! Я специально дал послушать такой большой отрывок. Для начала, ты говоришь, что психанул от того, что гикфанка не вносит ничего нового, а просто лепит логотип на все подряд. Почему ты изначально начал требовать, чтобы они с тобой делились половиной выручки? Во-вторых, ты людей вообще за идиотов держишь. Ты продавал ручки с логотипом фонда и сейчас продаешь резинку также с фондом. Ты в качестве качественного примера для развития вселенной фонда показывал только что паспорт, на который просто налепили логотип. Блять, ты в качестве качественной продукции, на которую не лепят значок фонда, приводишь, блять, просто значок фонда. Пересмотрите этот фрагмент, блять, заберите у того, кто это модировал, компьютер, блять, этот дебил опасен для общества, он еблан. Ой, это были основные тезисы. Если кому надо, в телегу я сброшу разбор всего этого видео в формате реакции. Или типа того, если кому надо, можете посмотреть. Здрасте, это я из будущего, уже с монтажа, так сказать, на монтаже это вот записываю. Нет, я это выложу себе не в телегу. Тут у меня получилась, блядь, целая полноценная нахуй реакция. Я вот сейчас до сих пор, вот сейчас это отсмотрел, я многое во время написания сценария не заметил, вот сейчас вот заметил, сижу, блядь, в конкретном ахуе, вот буквально только что записал. Наверное, я создам дополнительный канал для того, чтобы всякую хуйню туда выкладывать из этого разряда, и вот это закину туда, потому что там пиздец. Я не знаю, то есть, когда смотрите это видео, просто гляньте то, можете глянуть, вот тут вот подсказка появилась. 3 раза! Я этого, блядь, не заметил, что за хуйня, блядь? Блядь! В заключение хочу подметить гениальнейшую монтажную задумку этого видео. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Андрей Дуксин. Причем в этом видео есть какой-никакой монтаж. Неуважаемый человек, который монтировал это, ты додумался сделать склейки. Какие-то вопросы у тебя летают. А вдохе ты не додумался вырезать. Для понимания ситуации, с первых 4 минут его видео я вырезал 40 секунд этого говна. У тебя ролик должен идти, сука, не 20 минут, а 15. Хотя, учитывая, что в середине этого говна больше, то и все 10 минут. И главное, подумайте, что находится в вырезанных фрагментах. Там же что-то вырезали. Ваши версии жду в комментариях. Ролик хуёвый. Короче, какой-то его делал школьник. Надо было прийти к нам за роликом. Я понимаю, что вот это бы стоило дороже, чем у этого школьника. Но было бы хотя бы понятнее. Но аудитория оказалась не такой тупой, и резонанс прекратить не удалось. И Дуксин перешел к стратегии пожалейки. В мае он сделал пост, что настолка, над которой они работали 3 года, замораживается из-за скандала. А ведь над ней столько работы было проделано. Эх, злобное комьюнити все испортило. Между делом время шло, а заявки на аннулирование товарного знака от Дуксина не поступало. И эта подвешенная ситуация начинала надоедать. Дуксин занимался чем угодно, кроме обещанного. Например, 29 июня Дуксин решил провести выставку на Старконе. Выглядела она так. И здесь показан пример применения. Посмотрите. Это кадры из «Ядерной братвы». Выглядит, будто какие-то сектанты расписали его к Пасхе. Типа «Христос воскрес» и нарисовали яички. В тот момент Зельтон решил вкратце описать ситуацию. К примеру, из слитой переписки стало ясно, что с Дуксиным связалась компания «Кинослова» насчет фильма. Так был же Мосфильм. Ты бы определился, что ли? У меня звонок. Слушай, привет, Андрей. Мы из Мосфильма, мы спрашиваем себя. Ну это ладно. В конце поста Зельтон сделал следующее предложение. И раз уж в Санкт-Петербурге в данный момент проходит фестиваль Старкон, на котором у Андрея есть посвященный его проекту стенд,
Мы приглашаем всех неравнодушных участников и читателей посетить его лично завтра и задать озвученные нами вопросы Андрею, а также выразить ему свое мнение относительно выявленных фактов и всего дела вообще. Мы будем особенно признательны, если мероприятие посетят и представители прессы. Мы уверены, что всем вам есть что сказать. Вместе с тем, пожалуйста, посещая мероприятие, ведите себя в рамках приличий и закона. Задавать вопросы можно и очень нужно, но не стоит превращать это в травлю. И что бы вы думали, со слов Дуксина, кто-то все же решил навестить это мероприятие. Человеком по имени Дмитрий Зельтен был написан агитационный пост, чтобы к нам на стенд пришло как можно больше недоброжелателей. И к нам на стенд действительно пришел какой-то недоброжелатель, который скрытно, пока никто из нас не видит, разбил один из наших главных экспонатов, а именно большой плазменный диск. Фотографии разбитого на выставке диска прилагаются к данному посту. Мы считаем, что подобное скрытное вредительство — это низко и гнусно, а те люди, которые подстрекают к нему, прогнили изнутри. Поэтому мы оставляем за собой право приступить к активным действиям для того, чтобы все, кто причастен к этой истории, ответили по всей строгости. Я распишу нахуй поминутно, блядь, где кто соснул хуйца, блядь, кто сломал вещи, блядь, купил амулет, АФК встал, свинья ебаная. Через 2 недели, блядь, ты умрешь от беспрерывного поноса, блядь. В каком месте Зельтен зазывал недоброжелателей, непонятно. Видимо, нужно читать между строк. Это какой-то ребус. Но меня интересует кое-что. Диск за 127 тысяч рублей находился в помещении с охраной, где полно народу и камер. Кто-то пришел, достал биту, не голыми же руками он его разбил, и бахнул его так, чтобы вообще никто этого не заметил. Это что за ниндзя? Вот все правдоподобнее и правдоподобнее наша история делается. Вообще правдоподобнее с каждой секундой. Причем с ваших же слов на этом диске можно было стоять, и ему было бы все равно. Сколько раз нужно было ударить по этому стеклу, чтобы его разбить, да так, чтобы этого еще никто не заметил. Поэтому ответственный человек, я бы туда шарахнул не одной атомной бомбой, а для верности 12 полным залпом атомной подводной лодки. Я туда отработал, чисто на всякий случай. В качестве причастности Зельтена к данному инциденту нашли его сообщение в Дискорде, где он говорит, что мирного решения не будет. Я не знаю, как оно связано с диском, и так всем было понятно к тому моменту, что мирно вы знак не отдадите и придется, видимо, идти в суд. Но тем не менее. И знаете, что самое интересное? SCP-шники нашли видео, опубликованное Дуксином еще до поста Зельтена, и на нем кое-что есть. Ага, диск был разбит еще до агитации Зельтена. Но даже будучи пойманным за руку, они все равно стали отрицать реальность. Если бы мы были настолько коварными и злыми, как вы считаете, то за эти 100 тысяч рублей нам было бы проще нанять людей, которые бы переломали известной личности руки и ноги. Это было бы куда эффективнее, чем портить собственное оборудование, а потом что-то кому-то доказывать и кого-то в чем-то обвинять. Я уже договорилась, за тобой едут, блядь, последний понедельник нахуй живешь. Знаете, кого мне это напоминает? Сейчас, секундочку, приближу. Я говорю, даю, блядь, даже не надо денег предлагать, его адрес находят. Я через... захожу в какой-нибудь компьютерный клуб, захожу через Тор, и какому-то чуваку говорю, даю, блядь, 50 тысяч гривен, и чтоб сегодня он был, блядь, чуть ли не полумертвый. Это спокойно можно. Блять, у вас даже сумма одинаковая, лол. Чувак, где ты найдешь дебилов, которые согласятся довериться хуй знает кому и избить человека, не имеющего никакого отношения к криминалу? Как они проверят, что ты не подосланный от ментов, чтобы их на горячем всех закрыть? У тебя есть связи в городе Зельтена? Вы просто на разных концах страны живете. У тебя есть там тот, кто за тебя может поручиться? И у этих чуваков есть ли крыша? И еще дохуя подобных вопросов. Андрей, это не так работает. Если бы такое произошло, то тут же было бы возбуждено уголовное дело и всех вас нахуй бы закрыли. Касательно Даркнета. Ну да, очень умно переводить деньги неизвестно кому без каких-то гарантий, лишь потому, что кто-то там тебе что-то пообещал, что за такую цену он что-то сделает. Ведь это точно не мошенник. Я иногда прям поражаюсь, как в представлении всяких Шевцовых, Дуксиных и прочих работает криминальный мир, правоохранительная система и Даркнет.
тому же не нужно строить из себя идиотов. Вы пытались в данной ситуации выглядеть жертвой, а Зельтона хотели сделать агрессором, из-за которого кто-то даже угробил ваше имущество, и кто знает, что было бы дальше. Так что это тезис в пользу бедных. Даже если бы этот видос не нашли, из Зельтона все равно получился бы хреновый агрессор, если бы его нашли с переломанными ногами. Мы встретились на каком-то заводе, я его арматуры забил. Прям вот забил, но он остался жив, покалечен, я просто съебался оттуда. Но так или иначе, от реальности бежать долго не удалось. И в конце концов, признать все-таки пришлось, что Зельтон не причастен к диску. Но все равно он остался виноват. Значит, диск был разбит раньше, чем был опубликован пост особиста про выставку. Но итог в любом случае остается один и тот же. Диск разбит. Причем разбит целенаправленно. Поэтому мы все еще уверены, что это происшествие прямое следствие той риторики, которая сквозит во всех постах особиста, начиная с мая месяца. Спонсора Олег Тиньков. Исполнителей ты всех знаешь. Охуенно, ребята, молодцы. Вот вы смеетесь, а через пару минут в нашей истории реально ж появится своя версия международной неонацистской группировки. В какой-то момент ArtSCP начали отрицать причинно-следственную связь прямым текстом. Мы уже осознали, что пост Зельтона вышел немного позже, чем был разбит диск. Но мы не думаем, что от перемены мест слагаемых поменяется сумма. Ну, колодцы намного круче, на самом деле. Почему-то после этого Дуксин перестал поднимать тему разбитого диска, а ведь он стоил 100к. Вопрос, кто разбил диск, является загадкой человечества на уровне вопросов, кто построил пирамиды, или кто написал ту статью, или какой мудак монтировал то видео. Так или иначе, поняв, что от него не отстанут, Дуксин решил выждать момент. Больше летом ничего такого не происходило, разве что Андрея пригласили в офис ВК. Также он заявил, что кино отменяется, не забыв обвинить Зельтона, типа он распугал инвесторов. Блять, а мне вот просто интересно, а этот фильм хотя бы в планах у кого был? Потому что изначально был Мосфильм, потом появилось какое-то кинослово, потом оказывается, что на тебе все держалось. И почему, если продюсеры заинтересовались вселенной, они не зарегистрировали товарный знак? Почему просто не сняли фильм, сохранив концепт, но изменив детали, чтобы не было проблем с авторским правом, как сделали чуваки в игре Control, в которой левел-дизайнер какой-то уебан? У меня вообще складывается впечатление, что, я не знаю, насколько оно верное, что Дуксин сам себе что-то придумал, зарегистрировал товарный знак, чтобы от него не отмахнулись и не позвали, например, вместо него админов SCP, потому что он вообще сторонний человек. Поперся на Мосфильм, там его послали, поперся в кинослово, и это повторилось. Вот все, сука, на это намекает. Ну и все, в общем, шло своим чередом до ноября. С 6 числа начинается какой-то пиздец. В то время вышла настольная игра по SCP, продавалась в магазине 1С. Продавалась она там недолго, потому что 6 числа ее ёбнул товарным знаком по SCP наш добрый друг, потому что ее выход с ним не согласовали. Сначала Андрей отнекивался, но 1С подтвердили, что сняли с продаж товар из-за его звонка. После этого мудак решил, видимо, попробовать закрыть этот вопрос раз и навсегда. В его паблике была введена анальная модерация. Она была и ранее, но сейчас она вышла на какой-то космический уровень. Банили вообще всех подряд, кто даже косо смотрит на ArtSCP. Даже своих подписчиков, которые культурно говорили, что происходит что-то странное. Именно поэтому за предательство Господь наказывает детей. Вот что говорит один из бывших админов о своей работе. Работа была простая. Следить, чтобы комментаторы соблюдали все правила и банить неугодных. Впрочем, я зачастую просто удалял комментарии, но не банил людей. Хотя были более интересные случаи, ибо существовала практика бана людей за негативные комментарии, оставленные в других группах, а не в ArtSCP. Следующим шагом Дуксин, по сути, решил устроить переворот и захватить власть в фандоме. И вот по телевизорам пятой зоны крутит «Лебединое озеро», а Дуксин товарным знаком выпилил крупнейшее сообщество по ACP, после чего переименовал свою группу и переехал на адрес удаленный в попытке стать официальной. Блять, я вообще не удивлюсь, если он удалит это видео, которое вы смотрите, после чего сам запишет свой разбор произошедшего. Тут же пропала видеооправдашка со статьей про симбиоз, хотя мне хочется верить, что они их удалили не из-за того, что переобулись, а просто им стало стыдно за рассказанную хуету. С судьбой фандома все в порядке. Просто в данный момент происходит смена управляющего состава. Недееспособное руководство пойдет на покой, в то время как те, кто давно был, должен возглавлять фандом, встанут у руля. Для рядовых участников комьюнити ничего не изменится при условии того, что они не будут лезть на рожон. Надеюсь, я понятно изложил свою мысль. Вот это я понимаю. Вот так надо обращаться с холопами.
Всем на заметку, состоятельным пацанам. Так нужно обращаться с холопами. Знаете, вот все лоняли насчет того типчика, который говорил на кассете секретарства. И лучше фондом начал заведовать именно этот человек. Потому что, исходя из того, что админы сайта пропили последние мозги, то с этим типом явно бы хуже не стало. Комментарий удален. Пользователь заблокирован на месяц, потому что автор комментария не понял сутью слов «не лезть на рожон». Если ты, сука тупая, в комментариях еще раз хотя бы нахуй допустишь, что ты, мандоеб ебаный, блядь, умнее меня, если ты хотя бы, блядь, предположишь, что ты в жизни нахуй знаешь что-то, чего не знаю я, уебок, я тебя найду нахуй и закопаю, блядь, сиди тихо, упырь. Еще руки у меня не оттуда растут, я тебе твои руки не оттуда вырву и в задницу запихаю. Уебок, блядь, разрешение он не смог настроить. Я твою маму настроил, блядь! Нахуй свой! Вот это называется развитие вселенной, кстати. Банить вообще всех несогласных с намерением узурпировать власть, устраивая лютый тоталитаризм. Вот при тебе бы вселенная прямо бы расцвела нахуй. Я просто проспойлерю, этот человек в будущем опять будет говорить, что его начали травить. Но никто со мной договариваться даже не пытался. А первым я на уступки точно не пойду. Ради чего? Поэтому на данный момент я считаю, что наиболее правильная тактика с моей стороны — повторить в реальной жизни сюжет серии про пчел из черного зеркала. Почему я не удивлен, что человек с интеллектом Дуксина ссылается на одну из самых тупых серий всего сериала? Если кто не в курсе, мой тезка намекает, что собирается замочить всех причастных к конфликту. Причем в сериале всех причастных прям-таки убили. Делайте выводы сами. Вчера Андрей звонил мне и снова напоминал, что если админы не пойдут на уступки, то есть не отдадут ему все, фонд и дальше будет гореть, пока не сгорит дотла. Ну, я не... Это ж пиздец! Это же ну я ебал! Развитие вселенной, я напоминаю. Кстати, по поводу развития вселенной. На монтаже сейчас кое-что вспомнил. Когда-то у протоколов SCP вышел видос, в котором в качестве видеоряда использовался один арт по SCP от нашего друга. После чего он кинул протоколом страйк. Так что если на видео наткнулись челики, делающие контент по SCP и развивают эту вселенную, имейте в виду, если вы используете арт от Дуксина, то развитие вселенной разовьется до такой степени, что ебанет вам видео. Ради попытки переворота они даже скопировали официальный сайт и попытались заблокировать оригинальный русский филиал через Роскомпарашу, но не вышло. Я такого не хочу. Я такой зарегистрирован был уже более полугода назад. Если бы я хотел закрыть, попытаться закрыть сайт русской ветви SCP Foundation или что-то сделать с оригинальным сайтом, чего вообще в принципе нельзя сделать, то я бы уже какие-то действия активные предпринял, но я ничего подобного не делал даже близко. Причем, что интересно, сайт скопировали криво, но, сука, ссылку на свои книги запихнуть на самое видное место они не забыли. Также они на своих артбуках поменяли ссылку с официального русского филиала на свой говносайт. А в паблике нельзя было оставлять ссылки на русский филиал. Такие комментарии просто удаляли и заменяли ссылку на свою подделку. Причем, что интересно, вот человек спросил, с чего лучше начать знакомство со вселенной SCP. Коммент с нормальной ссылкой заменили на свои. Вот так помогли уже другому челику. Насколько этот совет оказался полезным, смотрите сами. Комментировать я это никак не буду. Вот показания другого админа, тоже долгое время работавшего с Дуксиным. Ну, если приводить пример, сейчас вспомню. Я был очень строгим, но справедливым администратором в беседах, в принципе, в группе тоже. И были, соответственно, определенные правила. Ну, допустим, там, не оскорблять участников, не поднимать тему политики, не устраивать срачи и так далее и тому подобное. Допустим, возьмем вот это. И в беседе было несколько человек, которые на регулярной основе занимались подобным. Им выдавались от меня предупреждения, условно, по накоплению 5 предупреждений тебя исключают из беседы. Один из них накопил 5 предупреждений, соответственно, я исключил его из беседы, он, видимо, пожаловался Андрею, и Андрей написал мне в личку. Сначала в адекватной форме спросил, что типа случилось и так далее и тому подобное. Я ему привел все доказательства типа неадекватного поведения конкретно этого человека. И дальше Андрей попытался мне объяснить, что, видите ли, этот человек является спонсором его бизнеса. Тогда, соответственно, у Андрея не было такого оборота, как сейчас там по товару и так далее и тому подобное. Тогда только второй том собирался выходить, был только первый. И Андрей считал каждую копейку, хотя он, может, и сейчас этим занимается. И он мне пытался как-то аккуратно, завуалированно объяснить, видите ли, этот человек покупает наш мерч, наш товар и так далее и тому подобное, поэтому правило на него не распространяется, и поэтому пускай он делает, что хочет. А как мы все знаем, когда человек начинает делать, что хочет, в коллективе, в котором есть определенные правила, которого должны придерживаться все, но видите ли, кроме него, все остальные тоже начинают вести себя подобным образом. И если это не спонсоры Андрея, то ты должен их наказывать. И вот с этим должны были работать администраторы и модераторы. Соответственно, наказывать тех, кто платит Андрею, наказывать тех, кто не платит Андрею, и опираться на правила. Говорить, видите ли, у нас такие правила. И не наказывать тех, кто платит, но нарушает. То есть вот такая вот тема.
Это была огромная нагрузка для администрации Андрея, для его коллег, грубо говоря, подчиненных и так далее и тому подобное, потому что им постоянно приходилось разгребать тонны текста, жалобы и так далее и тому подобное, почему, типа, меня заблокировали, а его не заблокировали, и так далее и тому подобное. Были вопросы по поводу поведения, типа, администрации, почему админы банят этих, а этих не банят. Андрей даже комментарии у себя в группе несколько раз закрывал, может, ты это сам замечал, ну, там пару лет назад было. И много-много-много всего. Кстати, Дуксин против взяточничества и коррупции, напоминаю. К слову, в Яндекс.Браузере до сих пор сохранились отзывы на этом сайте со времен его попытки наебать всех. И учитывая, что с того времени никаких отзывов больше не появилось, даже интересно, какой у них трафик, и есть ли он вообще. Хотя, учитывая, что в читалке есть максимум объекты до 5000-го, а ACP объекты недавно перевалили за 8000, видать, ArtACP сами забили на свое детище, то вопрос риторический. А еще 15 ноября Дуксин смог получить галочку для своего сообщества, переименовал его в SCP Foundation и создал группу ArtACP, типа это отдельный проект. Вдвойне забавно наблюдать, как они на протяжении всего времени поддерживают эту тему. Так вот, зачем планировался переворот? Ну, по моему мнению, Дуксин хотел, во-первых, заткнуть самые крупные паблики, чтобы те не мешали ему заниматься всякой хуетой с товарным знаком, а во-вторых, заменить все имеющиеся ресурсы, став главой фонда. Тем самым замкнуть на себя вообще все, что связано с фондом, и с чистой совестью продолжать трясти со всех долю за возможность сделать что-то по SCP. По крайней мере, все на это намекает. А теперь можете пересмотреть тот отрывок, в котором я читаю, как Дуксин или кто-то там из его миньонов писал что-то про паразитизм на вселенной фонда. Тем временем Зельтон, посовещавшись с английским самым главным филиалом, начал сбор денег в суд. За 2 дня удалось собрать $50 000, и через месяц была подана жалоба в Федеральную антимонопольную службу. Эта тема даже дошла до английских ютуберов, но об этом позже. Давайте сейчас притормозим немного. В конце декабря того года в отдельном проекте ArtACP вышла статья, авторы которой ищут несколько вакансий. Стандартные тейки а-ля «Мы самые лучшие, вы нигде лучше работать не будете, вообще за работу с нами вы должны платить нам, но так уж и быть, можете бесплатно у нас работать». Что? Какая зарплата? Ну, поговорим об этом позже. Но я бы хотел обратить внимание на их достижения. В различное время в проекте ArtSCP принимали участие художники, работавшие над такими проектами, как «Игра престолов» и «Терминатор Генезис». Ну, как сказать, это вы сейчас говорите про Алекса Андреева. Информации по этой теме мало, но, насколько я понял, он работал с режиссером, который снимал пару серий «Игры престолов» и «Терминатора Генезис». А конкретно они вместе работали над сериалом «Пикник на обочине». Почему вы про этот сериал ничего не слышали? Потому что проект закрылся, не выпустив ни одной серии. Кто у вас работал над созданием «Игры престолов» и «Терминатора»? Кто эти художники? В нашем проекте принимали участие художники, работающие в таких компаниях, как Spearsoft и Microsoft. А вот насчет этого я ничего не знаю. Назовите, пожалуйста, о ком вы говорите и какие должности они занимали. Может, они полы подметали в таких компаниях, откуда мы знаем? Друзья, напоминаем, что из-за пандемии всем рекомендовано оставаться дома и избегать контактов с другими людьми. Один из лучших способов хорошо провести время на домашней изоляции – читать хорошие книги. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня и до 26 апреля включительно, мы делаем максимально возможную скидку на нашу лучшую книгу SCP Foundation 2019. Теперь купить ее можно за 999 рублей. Эта цена уже включает в себя почтовую доставку книги в любую точку России. За такую цену вы точно больше нигде и никогда не сможете купить эту книгу. Так что, если вы давно хотели эту книгу и ждали удобного момента для ее приобретения, он настал. Пиздец. Впаривать свои книги, используя эпидемию, это, конечно, классно. Ну и, конечно, посылать людей на почту, где люди места в очередях занимали еще при Иване Грозном, сразу после того, как рекомендовал сидеть дома, это оригинально. Я не удивлюсь, если выяснится, что от короны дуксинские артбуки защищают. Вообще все становится намного интереснее, если учесть, что Дуксин просто копипастит статьи с сайта. Типа, чтобы читать статьи по SCP, не обязательно ходить на почту за твоими книгами. У тебя там только рисунки. Это вот такая забота о подписчиках. Но сам факт того, что вы устроили распродажу в честь короны, вообще забавный сам по себе. К слову, через неделю они опять надеются, что все сидят по домам. Андрюх, ты определись уже наконец, нам нужно было дома сидеть или на почте тусить? Здесь вот вообще предлагают шарахаться по улице и ходить в самые необычные места в августе, прямо перед второй волной. Ну, хоть опять не по заброшкам, где можно ноги переломать, и на том спасибо. А знаете, почему Дуксин не хочет, чтобы его подписчики переломали себе ноги? Потому что он сам хочет их переломать. Ближе к концу 2020 года Дуксин, видимо, решил, что многие уже позабыли о нем, и можно делать вид, будто ничего не было.
Знаете же, наверное, как разные крупные компании нанимают СММщиков, чтобы те реагировали на каждое упоминание бренда в интернете, тем самым увеличивая узнаваемость. Так вот, Андрей решил попробовать тоже так сделать. 29 октября того года у Ролтона вышел пост с отсылкой на SCP. Дуксин незамедлительно отписался в комментариях. Вслед за ним появился Зельтон со ссылкой на статью, пересказывающую события, и в ответ на это Дуксин ответил: Просим не обращать внимания на появившихся в комментариях к данному посту вражеских агентов, распространяющих хаос и деструктив везде, куда они только могут дотянуться. Все эти люди уже давно забанены в нашем сообществе, так как единственное, что они могут и любят делать на просторах интернета, это кричать, ругаться и устраивать скандалы. Не тратьте на полемику с ними ни силы, ни время, поорут и успокоятся. Блять, чел живет в мани-мирке. Он думает, что настоящее сообщество SCP это немногочисленные люди, которых он не забанил. Какой же пиздец. Против тебя буквально объединились все филиалы, чтобы вернуть назад у тебя то, что ты спиздил у всех. А ты думаешь, что кучка немногочисленных фанатиков, оставшихся с тобой, это все комьюнити. Господи, какой же, блять, фарс. Если вы когда-нибудь хотели увидеть олицетворение в реальной жизни выражения «ёбаный стыд», оно прямо тут, блять! Причем интересно, видите количество лайков? Я просто оставлю это тут и не буду никак комментировать. Зельтон спокойно ответил, но хозяин паблика ArtSCP нашел где-то в этом сообщении истерику. Я не знаю, где они нашли тут истерику, возможно, как и в случае с призывами бить тот диск, нужно читать между строк. Я не буду заебывать чела, озвучивающего текст этой шизой, я не хочу, чтобы мой друг сошел с ума, поэтому предложу вам самим оценить еще вот это сообщение. Дуксин обвиняет в демагогии и поливании кого-то говном. Дуксин! То, что в этот момент вселенная не схлопнулась, это нам повезло. Аннулировать принадлежащий мне товарный знак или нет, это мое личное дело, но никак не обязанность. И я действительно хотел изначально аннулировать товарный знак, чтобы снизить градус эскалации конфликта. Но, несмотря на то, что я записал это видео и действительно был готов аннулировать товарный знак, травля со стороны огромного количества токсичных товарищей господина Зельтона не прекратилась, а наоборот только усилилась. Мне и членам моей семьи писали в личку угрозы и оскорбления. Мне звонили и угрожали. То есть огромное множество людей собралось вместе только для того, чтобы добить меня. Сначала я даже решил вам подыграть, изображая карикатурного злодея из комиксов. Но затем дело приняло совсем скверный оборот, и градус обрушающейся на меня агрессии превысил все возможные пределы. Это знаете, как в том меме «Голодный Дуксин». Травля со стороны огромного количества токсичных товарищей господина Зельтона не прекратилась, а наоборот только усилилась. Дуксин, бахнув пельменей. С судьбой фандома все в порядке. Просто в данный момент происходит смена управляющего состава. Недееспособное руководство пойдет на покой, в то время как те, кто давно был, должен возглавлять фандом, встанут у руля. То есть не было никакой попытки переворота, это Дуксин просто пошутил. Интересная картина тогда выходит. Дуксин собирался аннулировать товарный знак, записал видео, кто-то начал ему угрожать, в ответ он начал поливать говном вообще всех, но на удивление количество негатива лишь выросло. Почему же так получилось? Вот знаете, есть такой советский анекдот, бородатый, не смешной, но подходящий к этой ситуации. Сидит голый мужик на асфальте и бьет себя молотком по яйцам. К нему подходит другой мужик и спрашивает: зачем ты это делаешь? Тебе что, не больно? Голый ему отвечает: больно, очень больно, но когда промахиваюсь, такое наслаждение. И понимаете, до оправдания Дуксин у меня ассоциировался с жадным барыгой. Теперь он ассоциируется с мужиком, бьющим себя по яйцам. Оправдался на все деньги, братан. И кстати, а почему ты не демонстрировал примеры угроз твоим родственникам? Что за люди тебя угрожали? Если это действительно было, думаю, комьюнити SCP хоть и ненавидит тебя, но признает, что это поведение неприемлемо и осудит этих пидорасов. Но почему ты ничего не показывал-то? Это даже не риторический вопрос. Просто с одной стороны, я не думаю, что тут Дуксин врет, но учитывая все то, что он натворил, реально интересно, почему ты не показывал пруфы травли родственников-то? Ваш лидер Дмитрий Зельтон ретировался из этого обсуждения, так как не захотел отвечать на этот вопрос. Потому что ответ очевиден. Для него существует только та правда, которая синхронизирована с его собственным мировоззрением. Но у вас-то есть собственная голова на плечах. Готовы ли вы принимать самостоятельное решение без оглядки на Дмитрия? Человека, собственноручно и умышленно инициировавшего масштабную межконтинентальную информационную войну с целью травли одного единственного человека, который подставил под сомнение его незыблемый авторитет. Ути, мальчик
боится травли. Блять, да вы что, тупые что ли? Правда ж на стороне Дуксина? Это ж и дебилу очевидно. У вас есть своя голова на плечах, чтобы понять это? Вообще было такое, чтобы Дуксин соврал хоть раз в своей жизни? Интересно, есть ли петиция, чтобы при жизни признать моего тезку святым? Не было же вымогательств, угроз тюрьмой, попытки переворота в фандоме, вообще всего описанного видео же не было. Это Дуксин просто пошутил. К тому же межконтинентальная информационная война. Серьезно? Пиздец. Зельтон организовал межконтинентальную ОПГ для травли Дуксина. Только никаких, блядь, провокаций, а то будет Немцов, блядь, снова, блядь, голландский Боинг, завтра они Навального ёбнут. Это провокация, так и скажи. Вообще иронично на эту картину смотреть после утекших в сеть сообщений. Это сообщение, предназначенное исключительно для внутри сети, может содержать конфиденциальную информацию. Любое несанкционированное рассмотрение, использование или раскрытие информации из этого сообщения категорически запрещено. Данное правило следует применять не только к этому сообщению, но и ко всей дальнейшей переписке. Это только начало, друг мой. Ты выбрал себе противника не по зубам. Но я всегда готов идти на компромиссы, если со мной ведут диалог по-человечески, а не начинают с уничижительной статьи на сайте. Можешь предложить какое-нибудь решение проблемы, а я подумаю, принять его или отвергнуть. У тебя нет шансов победить, но есть шанс сохранить лицо и не быть втоптанным в грязь. Следующей потерей будет сайт. Если в течение 24 часов ты не предложишь грамотного решения по поводу выхода из сложившейся ситуации, которая бы меня полностью устроила. А после сайта мы придем к тебе как к физлицу, которое должно будет компенсировать мне неебический материальный ущерб, который подтвержден целой пачкой официальных документов. Тик-так, тик-так. Это звук часов, которые закончили отсчитывать время. Не успел ты, дружище? Увы. Знаешь, мне даже немного тебя жаль. Вся эта толпа беснующихся школьников, они вынуждают тебя брать на себя ответственность и действовать согласно занимаемой тобой должности. Им ведь совершенно невдомек, что эта должность номинальна. И ты такой же простой человек, как они. Для них не будет никакого вреда и никаких последствий. А вот ты, да, лично ты, поплатишься собственным благополучием из-за сложившихся обстоятельств. Быть может, это даже немного несправедливо. Так ведь, вероятно, человек-то ты неплохой. Просто ты был поставлен в такие условия, что теперь ты в самой патовой ситуации. Соболезную, бро. Распространи, пожалуйста, всем, чтобы машину остановили, меня в психушку в Твери везут. Мне даже стало неловко спрашивать. Дорогой мой тезка, а когда ты общался с Диманом, который Зельтон, ты всегда дрочил или только тогда, когда писал этот текст? Тут просто какое-то сексуальное напряжение прям чувствуется. Надо поискать, надеюсь, в интернете есть фанфик, в котором Дуксин начал творить всю эту херь из-за неразделенной любви к Зельтону. Как вы относитесь к гомосексуалистам? Я уже на это ответил. Никак. Но я очень хотел бы их полюбить. Кстати, раньше ты к нему вроде как по-другому относился. Что-то изменилось? За неоценимую помощь в подготовке проекта я сейчас буду раздавать календари. Итак, календари получит Зельтон. Без изначальной помощи этого человека у нас бы просто ничего не вышло. Из всего русского комьюнити для меня имеют вес только слова Рейна и Зельтона. Ты даже не представляешь, какая реакция была у зрителей в тот момент, когда ты находился в психушке в 21 году. И к тому же, в смысле, Зельтон простой человек. Он же куратор тех межконтинентальных рептилоидов. Больше RTCP от имени своего паблика никому в комментарии рекламироваться не ходили. Потому что, видать, поняли, что вне их паблика их все ненавидят, а забанить никого нельзя. Видать, поняли, что вместо добра и позитива с такой практикой они будут получать лишь говно и негатив. Что интересно, буря говна поднялась такая, что от Дуксина отреклось даже его издательство, и в книжных магазинах артбуки, по идее, не найти. Мы прекращаем издание книг серии SCP Foundation на русском. Совместно с руководством Эксмо нами было принято решение реализовать остатки уже изданных книг по SCP и больше не продлевать контракт с составителем сборников и правообладателем изображений. Причем с издательствами там творится вообще непонятно что. В 2019 году RTCP объявили, что они теперь издательство и будут издавать третью книгу без помощи Комильфо. Но на Озоне сейчас написано, что издательство третьей книги Комильфо. Хотя они отреклись от них 2 года назад. Не знаю, может у Дуксина до сих пор остались нераспроданные книги, напечатанные ими. Плюс еще потом от RTCP откололся Pulsart, выпускающий книгу Метрономикон и со слов создателя Метрономикона еще и артбуки SCP.
печатаете сами, если не дружите? Нет, это издательство Pulsar. Ребята, которые сделали себе имя на издании книг по другой известной вселенной. Я думаю, что наши зрители наверняка наслышаны. SCP Foundation. Фонд SCP. Потом появилось еще одно интересное издательство, о котором в конце расскажу. Короче, там черт ногу сломит в этих всех схемах, и что, зачем и почему было сделано. Что интересно, за полгода до всего этого Дуксину потребовался второй канал по SCP. В первом видео на нем какой-то картавый чел монотонным голосом рассказывает про какой-то объект. Кто именно доктора, я не понял, поскольку ссылка под видео битая, но неважно. Во время всего видео показана одна картинка. Я просто напомню, что Дуксин называл протоколы SCP низкопробным контентом. Ну ладно, это первый ролик, может они исправились? Давайте посмотрим на их последний разбор SCP. Там, слава богу, вы додумались перекрыть бубнёж хотя бы стоковым видеорядом. За это хотя бы спасибо. Но... Вот это вот. Ебать. Серьезно, вы скачали футаж, подписки и не смогли нормально вырезать зеленый фон? Господи, это же делается за секунду, не говоря еще о том, что ваш рукожопый монтажер не смог сам анимировать кружок, блять. Кружок! Блять, и эти люди еще смеют говорить, что у кого-то там низкопробный контент. Вы самостоятельно кружок анимировать не можете. Но позвать на озвучку какого-то Робина Куколда и уделить целую минуту в конце рекламе вашей параши вы не забыли, конечно же. Ну и ссылок на оригинальный сайт и, конечно же, тоже в описании нет, но зато есть на ваше говно. И все задаются таким. Они другие вопросы затрагивают. Какие? Не мудак ли я? Например, что пошел смотреть это говно. И вы, наверное, спросите, почему это второй канал? А дело в том, что еще в середине 2019 года один из админов ArtSCP, Артем, завел канал, посвященный разбору лора SCP. Собственно, канал так и называется. И первые видео делались, можно сказать, как часть проекта ArtSCP, но в дальнейшем их дороги разошлись, и Артем продолжил делать видео, зачем-то скрыв первые. Мог просто символику ArtSCP убрать с превью, но тем не менее. Канал в принципе годный, могу даже порекомендовать его. Ни в чем таком Артем замечен мною не был. Так вот, если в видосах Артема заметно старание, то вот на втором канале видео по SCP сделаны на коленке, на отъебись. Какая-то, блядь, дресня радугой. Потом, блядь, дресня дреснёй зеленая. Вообще у ArtSCP прям какая-то проблема с другими ресурсами. Например, у них была телега. Давайте посмотрим, что у них было. Вот посмотрим, что у них по хэштегу SCP-Info. По идее, там должны быть посты про лор SCP. Крикуны в структуре, там патофизика, остальная хрень. Так, реклама блокнотов, реклама блокнотов, реклама блокнотов, реклама блокнотов, реклама резинок. Нет, ну о лоре рассказали оригинально, ничего не скажешь. Что еще у вас есть? О, ваши иллюстрации. Давайте посмотрим. Это не ваше, это тоже. Замечательно, вы запутались в своих же хэштегах. Это был пример высокопробного контента, на минуточку. Также такой высококачественный контент не смог обойтись без рекламы. Рекламная кампания была летом 2021 года. В ней приняли участие Лиманский, какой-то чел, сидящий в футболке, на которой несколько кактусов изображены в виде волчьих крюков, прости господи, научпопер Луни и Сокол. Это кого я заметил. Но справедливости ради, Луни, узнав о том, чью контору он прорекламировал, вырезал рекламу. В принципе, мне по этой рекламной кампании нечего сказать. Гораздо интереснее дела проходили в ВК. Есть такой проект «Детектив Void». Команда челиков из Узбекистана рисует ролики по SCP для детсадовцев. Но решение позвать на озвучку наркомана Павлика годное на самом деле. И на случай с SCP-068. Валера, настало твое время. Вот так выглядит их маскот. А вот так выглядела реклама у Дуксина. Самое смешное, что они не просто спиздили маскота, но и просто срисовали чужой арт. Что причем тут и что это такое? Арт-директор Артемий Лебедев, дизайнер Николай Иронов, менеджер Денис Железный. Дата выпуска сделана за один день! Чем я? За один день! На удивление, после того, как эту хуйню заметили авторы детектива Войда, эта реклама куда-то пропала. Хотя я ожидал, что ArtSCP заявят в их духе, что видео детектива Войда были предназначены для копирования. Причем обратите внимание, что сообщество рекламируется для 12-летних. Это на минуточку сообщество, в котором постится такое. Если меня смотрят владельцы пабликов в ВК, где выкладываются видео из разряда, там, знаете, живую свинью распилили двуручной пилой или кладманом отрезали уши, ну и в таком духе, можете попробовать прорекламироваться с рейтингом 12, в пизду попробуйте с рейтингом 6+, я уверен, вам разрешат. Кстати, это опять я с монтажа. После того, как развитие вселенной развило ролик протоколов SCP, в комменты под этой новостью в паблике протоколов тут же прибежали ггкающие миньоны нашего долбоеба
долбоебы вместе с ним и начали неумело пытаться троллить и называть всех школьниками. Во-первых, уважаемый Додик под псевдонимом Джейсон Стэттем, почему ты используешь слово «школьник» в уничижительном ключе? У меня вопрос, какую аудиторию вы хотели привлечь, срисовывая Войда? Типа школьники тупые, а детсадовцы в самый раз? Во-вторых, не в вашей кодле использовать слово «школьник» в уничижительном ключе. Я скажу так. Любой школьник за 5 секунд скажет, кто разбил плазменный диск. Вы ломаете над этой загадкой голову уже 4-й год. Как говорится, что с ебалом? Диск жив? Не говоря еще о том, что каждый школьник, в отличие от вас, знает, что паразитизм – это часть симбиоза. Кто умнее, школьники или команда ArtACP, каждый решит сам для себя. Хотя, наверное, эти дебичи и меня уже в школьники записали. Ну и под конец лета Дуксин объявил о коллабе со Сбербанком. Причем вот что интересно. В видеооправдашке гениальной режиссерской задумкой Дуксина были вздохи и кряхтения. На этот раз он решил снять АСМР. Уж не знаю, что они предложили Сберу, но теперь в приложении есть его подкасты и магазин товаров, где можно купить всякую хрень, вплоть до ни разу не паразитирующих на вселенной фонда резинок с лого SCP. Примерно в то же время Дуксин решил потроллить SCP-шников и заказал такую вот рекламу. Отвернись от неудачников и переходи на сторону победителей. Дуксин победил, товарный знак законен в РФ. Покупай книги. Я просто напомню, что Дуксина травит межконтинентальная группировка масонов, которыми управляет лично Зельтон. Если вы забыли. Маэстро, что вы об этом скажете? Блять! Слушай, Дуксин, тебе не надоело бить себя молотком по яйцам в надежде, что в этот раз ты промахнешься и аудитория не отреагирует на твой пиздец? Вкратце, что произошло? Как я уже говорил, SCP-шники подали заявление в ФАС. Было несколько заседаний с разным уровнем всяких перлов. Например, оказывается, что до Дуксина товаров по SCP никто не делал. А еще Дуксин понятия не имеет, знал ли кто-нибудь о PCP до регистрации товарного знака. И более того, они были не в курсе о наличии официальной группы PCP. Интересно, с кем же он тогда ехал бухать? Блядь, это что такое? Что такое? Блядь, закинули, я тебе все разговор. Так вот, суд признал, что у Дуксина какая-то мутная схема с товарным знаком, и даже вынесли несколько предупреждений, но судились насчет того, что Дуксин банил конкурентов, а не насчет законности товарного знака. И суд признал, что те челики не являются его конкурентами. Нельзя обосраться, но мы обосрались. Это решение Дуксин, будучи интеллектуально одаренным человеком, расценил как свою победу, и что суд оставил товарный знак за ним. В свою очередь, SCP-шники решили не терять надежды и продолжить судебные разбирательства, но зайти с другой стороны. Благо, собранных денег было потрачено мало, а излишки собирались оставить на предотвращение подобных ситуаций, как с Дуксиным, но среди всех филиалов. А сколько вообще денег собрали? Больше 150 тысяч долларов. Дело в том, что после блокировки официальной группы по SCP о Дуксине начали высказываться все подряд, как бы это ни было парадоксально, не в России, а на Западе. Даже такие личности, как Маркиплайер, это, кто не знает, американский Куплинов. Там он вкратце описал ситуацию и призвал задонатить на помощь. Ну и из забавного был такой момент. Вообще Дуксин придерживается достаточно интересных взглядов. В переписке с Зельтоном говорит, что мир вне стран таможенного союза нормальный, в отличие от стран, входящих в союз. В видеообзоре своего артбука называет Россию одним сербским городком. Доставка не только в Рашку, доставка куда угодно. Про русню записи от него не нашел, но не буду удивлен, если выяснится, что это я просто плохо искал. Само собой, у Дуксина, являющегося представителем интеллектуальной это не про него, будучи представителем творческой элиты... будучи представителем дурдома, Дуксин еще в 2017 году озвучивал планы перевести артбуки и выйти на зарубежный рынок. Я вижу зависимость к Америке невероятную человечеству.
Комичная ситуация произошла 2 ноября 2019 года, прямо перед попыткой переворота и захвата власти в фандоме. Они тогда решили продавать свои значки опасности аномалий. На экране вы видите, о чем речь. У вас, возможно, появились вопросы, почему он продает их на английском языке. Ответ очень прост. Это не их работа. То есть буквально посмотрите, вот оригинал. Даже на перевод деньги зажали. Да чё уж там, они даже местами для беспалевности не переставили, просто разрезали и начали продавать как свой товар. Просто поставьте на паузу и сверьте, вы охуеете. Ну, блядь! Я, конечно, уже понял, что вообще все, что угодно предназначено для того, чтобы вы их крысили, но имейте совесть. Они же это продавали, блядь, учитывая, что Дуксин в одном из комментариев сравнивал себя с Таносом, я не могу не вставить этот скетч Баженова. Люби меня, как роза, воду, а я тебя, как вор, свободу. Блять, и в комментариях они язвили, мол, надо учить английский. Сука, вы русскоговорящим продаете это, падлы. Вы не просто украли чужое, вы даже денег на переводчика зажали. Да какой нахуй переводчик? Это все вам второклассник без труда переведет. Вы вообще что ли на всем экономите, уёбки? Ой, блядь. Надо будет зайти как-нибудь в синагогу, рассказать о твоих схемах, там все охуеют от твоей жадности. Короче, тогда они в комментариях рассказали о намерении выходить на иностранный рынок. Более того, 26 апреля стали готовы артбуки на английском. Но вы же понимаете, что на Западе об этом конфликте все знают, и что же делать? А Дуксин поступил интересно. Помните, я рассказывал про издательство и про одно умолчал? Так вот, знакомьтесь, издательство Parabox, издающее книги на английском. Оно появилось 11 декабря 2021 года. Вот что они пишут о себе. С самого начала наша команда состояла из 4 человек. Директора Александра, дизайнера Влада, менеджера Алекса и загадочного основателя. У всех нас был опыт книгоиздания, и у нас очень высокие стандарты, когда речь идет о дизайне, материалах и клиентском опыте. И мы любим то, что делаем. Давайте попробуем угадать, кто же этот загадочный основатель. Чтобы не было так легко, на сайте отсутствуют некоторые детали логотипа. Ну же, ребята, давайте на счет 3 хором скажем, кто это. 1, 2, 3. Конечно же, это Евгений Пригожин. Блять, вы чё там все отмороженные нахуй, что ли? Андрей, я, конечно, все понимаю, но в какой момент ты подумал, что логотип ЧВК Вагнера подходит для того, чтобы его спиздить для книжного издательства? Я надеюсь, тебе хотя бы хватило, блять, мозгов не регистрировать на него товарный знак. Это, я надеюсь, это так, да? Я не буду проверять, я просто понадеюсь, что у тебя хотя бы крупица мозга остались. В противном случае, думаю, что у всех причастных к этому скоро станет на одну кувалду в доме больше. Блять, вы даже потертости спиздили. Вы понимаете, что после этого от этого человека можно ожидать вообще что угодно, блять. Возможно, он не в фигуральном смысле, а на самом деле бьет себя молотком по яйцам. Вот после этого меня вообще ничто не удивит. Спасибо, что хоть не пошел дальше и не сделал логотипом своего издательства лого какого-нибудь Айдара, я не знаю, или что-нибудь вроде этого. Этот человек мог это сделать. Вот моя первая реакция на это. У меня может глюки, ты вот эту вот хуйню видишь на пол экрана, блядь. Блядь. Сука, у меня руки, сука, дрожат. Блядь, что за хуй? Не знаю, может у меня уже галлюцинации начались. Так, ладно, да, продолжим. Помните, как я рассказывал о том, как неравнодушная комьюнити SCP собрала 150 кусков баксов на борьбу с Дуксиным? Так вот. Но аудитория оказалась... Да, тупой она и оказалась. Если верить этой краундфандинговской платформе, то та же аудитория надонатила Дуксину $1,5 миллиона на создание этих ЧВКшных артбуков. Вдвойне забавно читать пост на Reddit, на котором чел интересуется, а не Дуксина ли это конторка, а то он не знает. Он был первым, единственным советским человеком, который смог гендерно влиять на аутистов в Англии. Потрясающий был человек. Вообще это, как мне кажется, связано с тем, что англоязычные ютуберы осветили ситуацию очень уж поверхностно. Да, денег они собрать помогли, и за это спасибо. Но, тем не менее, суть видео сводилась к тому, что кто-то там в России что-то вроде сделал, а может и не в России, а может и не сделал, хотя вроде сделал. Короче, киньте деньгу. Да чё ж там, имя Андрей Дуксин фигурировало в роликах крайне редко. Вот угадайте, сколько оно фигурировало на протяжении 15 минут самого популярного видео по этой теме от теоретиков всего интернета? 0. Более того, он даже его фотку не показал. Вместо Андрея там выступает Рэнч из второго Watch Dogs'а. Это мое лицо!
этого, посмотрите, посмотрите какой. Это мое лицо. Оно выглядит вот так. Понятное дело, что никто ничего в итоге и не понял. На роликах на канале Парабуксов в обзорах книг нет ни одного арта, ни от ArtSCP. Посмотрите, на их сайте есть даже арт с символикой ArtSCP. Хотя, например, ранее упомянутый бывший админ Артем считает, что это уже тамошнее издательство выкупило у Андрея права на арты, но мне кажется, это маловероятным. Это издательство появилось из ниоткуда и тут же начало торговать артами ArtSCP, да и к тому же имена основателей русские, ну не цепляйтесь к словам. И зачем-то они скрывают своего загадочного основателя. Но оцените, как выполнен дизайн русских артбуков и как иностранных. Да это ж небо и земля. Тут над каждой страницей работали, а в русскоязычных однотипное говно. Но куколды из его паблика продолжит считать, что Дуксин ко всем относится хорошо, лол. Он относится хорошо к тем, кто хорошо платит. А нахуй что-то изменять для русскоговорящей аудитории, если все равно хавают и покупают, верно? Дайте еще денег. Дайте еще денег. Мне нужны деньги. 2 миллиарда, это минимум. Также забавно, что они перестали вести инсту после того, как ее блокнули на территории РФ. Кстати, а помните ту настолку, которая не вышла из-за злого комьюнити? Так вот, как все утихло, работа над ней продолжилась и вообще ее планируют выпустить в этом году. Но так или иначе, 14 марта 2022 года Дуксин лишился товарного знака. После этого в его группе было нечто такое. Звони. Ну куда я буду звонить? В милицию, что ли? Куда хочешь звони. Ты что, не врубаешься вообще? У меня знак угнали. Ну слушай, ну не будь маленьким. Ну, наверное, им так надо. Вот и угнали. Для интереса. Для какого нахуй интереса? Ты дура или как? Знак. Угнали, пидорасы. Слушай, ну поиграй в другой диск. Это не диск. Я на него полгода копил. Ты что, охуела вообще? Это SCP. был. Ну ты поищи его. Может, он там затерялся где-нибудь. Нету его там, блядь. Верни мне. Знак. Я здесь сейчас... Забаню. Вы зачем так с нами? Мы же ваши подписчики. Шучу. На самом деле, на удивление всех, Дуксин самостоятельно отказался от него. В статье опять прогоняет шарманку, что его травили. Также он заявил, что зарегистрировал товарный знак и отстаивал его вообще непонятно зачем, ведь ему с этого никакой выгоды не было. Да и вообще он ничего такого не делал. Он же безобидный пидорас-затейник, какие нафиг девочки? Ну да, он же не требовал ни с кого денег. И вообще, обратите внимание вот на что. Изначально Дуксин ассоциировался у всех с жадным капиталистом, будто сошедшим со страниц Карла Маркса, Ленина и остальных. После первого оправдательного поста он начал ассоциироваться с фетишистом, бьющим себя. После второго оправдательного поста он вообще похож на ёбнутого, который творит что угодно непонятно зачем. Дорогой мой тезка, может оправдание это не твое? Пиздец, в Америке Джокер это Хит Леджер, Хоакин Феникс, а у нас Андрей Дуксин. А почему он решил добровольно отречься после того, как несколько лет пил кровь у всего комьюнити? Ну понимаете, началась война и он понял, что делает что-то не так. Конечно же, не из-за санкций, которые охуеть как удорожают процесс печати, а конкретно фотобумагу теперь приходится покупать не напрямую, а через ебеня. Не из-за навалившихся проблем и непонятия, что будет дальше с бизнесом, с теми же самыми парабуками, не из-за того, что судебные разбирательства не бесплатные, нет, он просто прозрел. В конечном итоге гораздо мудрее поступает тот, кто может признать свои ошибки и извиниться, чем тот, кто продолжает борьбу с ветряной мельницей. И где извинения? Где извинения перед всеми, кого забанил, кому нахамил? Где извинения перед теми, чей контент назвал низкопробным? Где извинения перед тем парнишкой, кого ты хотел посадить? Кстати, а что он сделал-то такого? Может, прояснишь? Где извинения за бесконечный пиздеж во всем? Где вообще хоть одно извинение от тебя? Кается на коленях перед... SCP. Каждый, блядь, сука, день ёбаный! В комментах его миньоны защищали его как могли. Из интересного они сказали, что Дуксина нельзя сравнивать с Гитлером. Ну да, у Алаисыча хотя бы харизма какая-никакая была. Дуксин. У нас черепа на фуражках! Мы, блядь, явно нехорошие ребята! Причем, что интересно, этот же челик сравнивал протокол ACP с чуваком, уничтожившим страну ядерными бомбами. Это нормально, и можно такие сравнения делать. А в их сторону стрелочка не поворачивается, их нельзя сравнивать с плохими людьми. Ай, Андрюх, какие же у тебя умные люди работают. Также выяснилось, что оказывается на работу проекта знак не влиял. Зачем его тогда нужно было изначально Дуксин, Джокер, курильщика, я совсем забыл. Вообще у Дуксина в силу его характера была очень высокая текучка кадров. И в силу селективного отбора у него в команде остался лишь
Очень интересный коллектив. Я не буду рассказывать, что я узнал об этом коллективе от сбежавших админов, это не имеет отношения к делу, но скажу так, если хотите понять, о чем речь, почитайте пару рассказов Кирилла Рябова. Иногда эти миньоны прибегали в чужие паблики и пытались троллить, но в силу недостатка остроумия получалось это хреново. Вот, например, Данил Болховутин прибежал в фанатский паблик по SCP и заявил, что мемы в нем делают 3-летние школьники. Но это идиот, все же знают, что в этом паблике мемы пилят 8-месячные студенты и эмбриональные пенсионеры. Я не знаю, кому там сколько было лет, я не помню, даже не понимаю, о чем вы сейчас говорите. А когда ему указали на его оксюморон, он сказал, что к нему прикапываются без аргументов, и вообще это признак слабости. Пиздец, он написал хуйню без аргументов, ему на это указали, и он говорит, что ему написали хуйню без аргументов. Это, блять, я... Если это видео смотрит кто-то, кто имеет какие-то связи в Кащенко, донесите, пожалуйста, до персонала, что какой-то мудила раздает около палат интернет. Ну серьезно, Даня, ты долбоеб. Давай, отвечай на это заявление с аргументами. Да я понимаю, в принципе, но я думал, мы как бы это решили. Кстати, при выпуске 3-го тома артбука Дуксин и вся его команда заявляла, что эта книга их последняя. В этом году мы сдали последний, 3-й том книги SCP Foundation. Вышел 3-й, заключительный том SCP Foundation. Артбуков по SCP, скорее всего, больше не будет. Уважаемые коллеги, новая книга SCP Foundation «Черный том» издана. Это заключительная книга в данной серии. Официальный протокол. Ювелирные магазины Sunlight в Екатеринбурге закрываются... Блять, да у вас вообще все последнее. Но когда выйдет заключительный 5-й артбук, а за ним точно последний 6-й артбук, выйдет 7-й, бля, буду, и на нем все точно закончится. Гений рекламы. Вот такие события разворачивались в комьюнити ACP. Я не ставил цели как-то навредить или помочь Дуксину. Может, кого-то это видео отпугнет от него, а для кого-то, наоборот, будет рекламой его товаров. Я не собираюсь бороться с ветряными мельницами. Я ставил перед собой цель рассказать максимально подробно обо всей деятельности арт ACP и вокруг них. Я лишь одного не понимаю. Дуксин, по сути, и так добился всего, чего хотел. Давайте смотреть правде в лицо. По качеству продукции по ACP у него нет конкурентов, и он по сути является монополистом. Товарный знак тут ни при чем, потому что, ну вот что бы изменилось, если бы он не забанил Гигфанка. Ну у них вообще разный уровень товаров. Но как вы уже, надеюсь, поняли, нет такой шизы, на которую Дуксин не пошел бы ради 300% прибыли. Меня интересует вот что. Он же мог и дальше оставаться мразью, но притворяться добряком с припиздью, отправляющего шоколаду на заброшки, и к нему бы все нормально относились, учитывая качество товаров. Прибыль была бы намного больше, да и нервы у всех целее. Неужели вот реально жадность и желание сиюминутной прибыли может так затмить глаза? Ну сколько бы ты получал там с рэкета этого несчастного Гигфанка? 50 тысяч в месяц. Так не будь этого скандала, тебя бы все пиарили, и ты бы получал гораздо больше прибыли. Все основные события, я думаю, уже прошли, и ничего такого, я думаю, уже не будет. В противном случае тут появится ссылка на видео. Вроде как SCP-шники планируют дальше таскать его по судам, но поглядим. Мое личное мнение, которое я никому не навязываю: Андрей Дуксин – патологический лжец, мудак и манипулятор. Причем манипулятор в силу интеллекта достаточно посредственный. Он может угрожать человеку тюрьмой или вовсе переломать ноги, но когда эта информация всплывет и у него будут спрашивать, что он творит, он будет говорить, что его травят. Это мое оценочное суждение. За всю эту историю ни единого подтверждения его слов не было. Все ссылки на все будут под видео. Если какая-то ссылка будет недоступна, вбивайте ее в веб-архив. Я все там сохранил на всякий случай. Ну, напоследок напоминаю, что если вы хотите помочь, распространите это видео везде любыми способами, потому что его, скорее всего, удалят. А не хотелось бы, потому что работа над ним была проделана большая. Также, если у вас есть лишние средства и вы хотите отблагодарить меня за работу, можете задонатить, QR-код на экране и в описании. К тому же я завел тут свой бусти, на котором видео будут выходить быстрее, чем на канале. Как многие знают, у меня на ютубе видео выходит с задержкой где-то в месяц. Я хоть деньги на аренду артбуков отобью. Да и к тому же у Бэткомедиана есть Михал Оскары, а мне теперь, я думаю, нужны такие же, но Дуксин Оскары. Подписывайтесь также на телегу, пишите комментарии, ставьте лайки, это поможет распространению. А на этом все. Спасибо, что досмотрели. Это что? Почему я должен обращать внимание на вот это нестриженное, немытое, блядь? Блять, я смотрю на это, и у меня в голове только лето и арбалеты, щарт SCP подъедут где-то, где звон чужой монеты, Дуксин банит конкурентов. Блять, это ж нужно было додуматься такой, блять, логотип выбрать.